Так, ну что, всем привет. На ваших экранах генералы. Ну, добавим свету. Свету добавим. Так, и у нас сегодня, я не знаю, стартует, не стартует, может он уже стартовал, казахский турнир 2 на 2 в генералах. Он, кстати, без названия как таковой. Ребята просто собрались, решили, короче, решить, кто из них, у кого из них круче яйца и так далее и тому подобное. А призовой фонд этого мини-турика где-то около $100. Ну, я не знаю, плюс-минус, где-то так. Вот. Правила простые. Карту выбирает, я так понял, принимающая сторона или... Ну, короче, не понял так, как у них там карты выбираются. Ну, да ладно, хрен с ним, разберемся сейчас по ходу дела. В принципе, я так думаю, без разницы. Играются в формате Best of 9, то есть до 5 побед. У кого яйца будет круче, тот и окажется сильнее. Вот. У нас будет сегодня, значит, играть Кука совместно с Халком. Против них будет играть Райдер и ДДД. Сейчас посмотрим, как они будут играть. Вижу уже Халк и Кука на месте. Райдера и ДДД почему-то пока нет. У нас на стриме есть 2 минуты задержки. Сразу предлагаю, кто не подписан, подписываться на канал. Кто уже подписан, то ставим лайки. Даем репосты своим друзьям и товарищам. И тем самым развиваем эту тематику. Да? Надеюсь на ваше взаимопонимание. Привет, Кука. Привет, Халк. Берут карту Castline Vault. Ну, так как они первые появились, давай тогда им сделаем им первыми поблажку. Сейчас открою еще один слот. И ждем их оппонентов. Сегодня со мной должен был параллельно быть наш друг Герман, он же Ридик. Но он что-то там пока занят. Я надеюсь, что со временем он к нам присоединится, для того, чтобы было веселее и интереснее. Так, дайте я свою Харю передвину чуть-чуть в бок. Так, а где она тут у меня? Пока все равно ждем игроков. Так вот сделаю. О. Думаю, так нормально будет и миникарту видно. Так, вот у нас уже и ДДД, МСД. МСД это кто? Arch Project. Алга Жигитер. Алга. Да. Так, а вот и Райдер. Так, ну что, первая карта Castline Vault. Я так думаю, с рестартом. Так, Рэй. Дебет, кредит, учет, аудит, красавчик. Да. Сальдо в карман, чтобы ты понимал, как правильно называется. Дебет, кредит, а сальдо в карман. Так. Да, сре. Так, ну что, давайте посмотрим, кто же все-таки у них по генералам выпадет. Я надеюсь, Ридик объявится. Я после World Series, мне так привычно было с кем-то постоянно быть в компании. Так, вижу Гла, китайцы, Гла, китаец. О, слушай, ну это будет интересное противостояние. Пех. Пех есть у нас на карте. Ну, карта интересная, мне вот нравится эта карта, она... Игроки на ней хорошую зарубу всегда устраивают. Здорово, Ромка до Кугуар. Так, кстати, ребят, у кого проблемы с Ютубом, в профиле канала, особенно в описании, есть дополнительные ресурсы, где вы тоже можете смотреть стримы. Это Twitch и Trovo канал. Если у кого проблемы есть с Ютубом, всегда можете туда заскочить и посмотреть данный бой. Не мучаясь со всякими VPN-ами и так далее и тому подобное. Вроде как Twitch работает нормально, Trovo тоже работает нормально. Вот, надеюсь, бой будет интересный. Так, тут 2 пеха, глашник, и там еще один глашник был. Да? Ридика зовут Герман. Да, Ридик у нас Герман. Чтоб ты знал. Редкое имя, не знаю, может не редкое, но для меня необычное. Что, у нас все собрались тут с необычными именами, кроме Александра. Так, у нас Райдер не выбрал команду. Так, ну что, Казахстан вперед, да, Алга Казахстан, правильно? Так надо говорить. Давай посмотрим. На что способны казахи? У них есть несколько игроков, достаточно сильная по своему скиллу. Это Абука, Нур, да и целая россыпь молодых игроков и талантливых.
Так, ну давайте, собственно, в игру перенесемся. У нас ДДД играет за гла подрывного генерала. Пехотный генерал Райдер чуть выше ДДД. Команда слева Халк, гла ванильный на верхней части. А внизу под ним находится Кука, пехотный генерал. Слушай, пехотные генералы расположились по диагонали друг от друга. Надеюсь, это им не помешает играть. Ну а глашники, соответственно, тоже по диагонали, только в противоположных углах находятся. Разбегаются рабочие у обоих команд. Бульдозеры строят свои стартовые построечки. Так, а ну посмотрю, может там Ридик у нас уже объявился. Да, сейчас буду, пишет. Давай, я его пока наберу. Так, а можно как-то отключить эту пилим-пиринь? Наверное, нет, да? Ладно. Или он сам мне наберет. Ладно, посмотрим. Так. Давай возвращаться, собственно, в игру. Что-то я не слышу звуков игры. Или пока нету активных действий, поэтому звуков, наверное, и не слышно. Побежал рабочий в центр от ДДД. Надеюсь, по цветам вы разберетесь, да? Команда справа это у нас Райдер и ДДД. Зеленый и оранжевый цвет, соответственно. Красный Халк и Кука желтенький цвет. Тоже, соответственно. Слева у нас команда. Один миниганер в центре. Без захвата. Побежал в сторону вышек. Наверное, все-таки решили игроки из левой команды, что придется Куке забрать вышки. Все-таки он пех. Он должен, наверное, быть основной ударной силой, а Халк будет идти как вторым эшелоном в поддержку пехотному генералу. Ну и, скорее всего, что у Райдера с ДДД тоже похожа будет ситуация. Но, правда, Райдер не повел вперед своих миниганеров на захват ресурсов. Зато повел один грузовичок. Ну и Халк решил сразу встретить техничкой. Нет, все-таки техничка разминулась с грузовичком. Внизу ДДД также предпринимает атаку. Такая же быстренькая техничка от ДДД проезжает на базу к Куке. Так, а здесь подрыв от Халка. Подрывали ресурсный центр, плюс потерял один бульдозер Райдер. Второй, главное, сейчас не потерять. И в ответ от ДДД такой же подрыв для Куки неожиданный. Привет, Ридик. Да, привет, я тут. Так, небольшая заминочка. знаешь... Человечку нужно было очень сильно провести консультацию. Ага. Ну, все, Вот короче. генерала. У нас уже, собственно, игра идет. Давай я тебе сейчас дам трансляцию, наверное, да? Да, давай. Так, надеюсь, тебе будет комфортно смотреть. Ой, Хеликс от Райдера прям на базу к Халку. И минусуется военный завод. Также сразу рабочие. Слушай, ну хорошо играют, быстро играют игроки. Очень остро друг напротив друга. У нас команда Халк и Кука, если что, Ридик. Это слева красный и желтый цвет, соответственно. Против них играет Райдер и ДДД. Это команда справа. Зеленый и оранжевый цвет, соответственно. Как раз заодно и зрителям лишний раз напомню. Тут Хеликс успел высадить пехоту, но сам Хеликс падает. Ну и у Халка проблемы. Потеряет он сейчас ресурсный центр. По противостоянию у нас ванильный глашник Халк. У него в напарниках пехотный китайский генерал Кука. Напротив них Райдер, пехотный генерал, зеленый цвет. И оранжевый подрывной генерал Гла, ДДД. Пока у Райдера в противостоянии личном с Халком, тут на их части карты, ситуация не в пользу красного игрока. Угу. И внизу тоже катаются подрывники на техничках от ДДД. Несколько подрывов уже прошло хорошо. Для Куки очень неприятно. Ему еще сейчас подрывают ресурсный центр. Пока у игроков справа вообще никаких проблем. У них все хорошо. Да, и тут, конечно, остался какое-то время без добычи ресурсов Кука. Приходится грузовички перевести на центральный. Сверху продолжаются проблемы у Халка. Я не знаю, он не сможет отбиться, мне кажется. Очень слабо получается. Очень слабо. Да, и
Остался только один ресурсный центр у красного игрока. И не факт, что получится что вообще сделать. 31 пинг. Самый приятный. Два китайца против глашника. А, нет. Один китаец гла и другой китаец Да, гла. да, у них практически миррор, только там справа подрывной глашник, а слева у нас обычный, ванильный. Угу. Но пока игроки справа выдавливают максимум. Игра будет у нас длиться до 5 побед. Еще подрывники сели в техничку. Пытается здесь Кука помочь хоть как-то Халку. Один труповоз отправил... Ой, труповоз. Аванпост отправил вперед и вроде как помог все-таки. Халк отбился. Но очередная техничка уже в центре. Будет подрывать вышку Куки. Куки файлы. Да, файлы Куки. Файлы Куки. Так, и продолжает. Кстати, а есть еще... Не, есть бульдозер. У Куки есть бульдозер, все нормально. Но подрывники-то... Ох, сколько они тут забрали грузовичков. Это, конечно, жестко. Аванпост был от Райдера. Неуспешный, не получилось проехать вглубь к Халку в гости. А Райдер уже в наглую себе забирает вышечку. Миги в воздухе у зеленого игрока. Да, ну, они, правда, пока без напалма, но все равно. Приятного мало на самом-то деле. Райдер неплохо играет. Второй военный завод, аэродром, центр пропаганды, командного центра, правда, пока нет. Но нет еще третьего ранга, поэтому как бы некуда спешить Райдеру. У Куки появляется командный центр, правда, пока еще недостроенный. Но вот проблема в том, что Халк у него, конечно, очень слабенький. По правилам, проигравший игрок должен выйти из игры, если он вылетел в момент противостояния, оставив своего напарника один там против двух, против одного. В общем, как карта ляжет. Но обязательно надо выйти. Интересные правила придумали игроки. Я думаю, это довольно-таки хорошо сбалансирует. Ну, я бы, конечно, дал бы, может, ссылку на турнирную таблицу, но турнирной таблицы как таковой нет. Она у них есть, как они мне сегодня сказали, на тетради. В тетради где-то записано, очки у них. В общем, очень интересно, знаешь, такая... Я помню, когда-то лет там 10-15 назад у меня был один учитель математики, он уже умер. И у него тоже, когда чемпионат Европы, по-моему, по футболу шел, у него была такая тетрадь специальная, у него там были записаны все группы, все результаты, кто как сыграл. И вот что-то похожее мне сегодня ребята сказали, говорят, у нас это все на тетради, я говорю, о, что-то знакомое. Напомнили они мне этого учителя по математике. Дедушка уже старенький был, как бы он не понимал, как компьютером пользоваться. Вот ребят тоже, кстати, говорят, что с компьютером слабо, а человек, который должен был таблицу составить, говорит, где-то в загуле. Короче, прошляпил этот момент, и они сейчас таким образом спасаются, пока записывают результат в тетрадь. Я думаю, что на электронную таблицу все-таки перенесут это все дело, и мы сможем ознакомиться с результатами следующих групп, там, кто играет. Но у них уже турнир вовсю идет. Там, кстати, параллельно со мной стримит еще DOS. Я не знаю, правильно ли называется, так ли называется канал, но если так, то тоже, в принципе, можете зайти, глянуть, как там развиваются события. Если кто в теме и знает, какие там результаты предыдущих игр, потому что я реально их не знаю. Но там группы, я так понимаю, из группы будут выходить две команды, и таким образом будут составляться полуфинальная пара и финал. Участвуют всего две группы по 4 команды. Не. Получается, не 4 команды. Что-то такое там. 4 или 8 команд. Не, 8 команд получается. 8 команд в группе. Они противостоят друг другу. Если я правильно понимаю. Как-то так их там поделено. Я, если честно, не успел вникнуть в это все. Но я думаю, что вник правильно. Так, а тут своим ходом от ДДД ракетчики, нет, подрывники. Издалека не признать, такое ощущение, как будто ракетчики бегают.
Я думаю, кстати, если зрителям довольно-таки понравятся игроки, можно пойти к ним навстречу и уже помочь с организацией и со всем остальным. Ну, кстати, да. Чтобы не было это все на тетрадке, чтобы было удобнее смотреть зрителям, как это все происходит. Ну, это надо, кстати, в Дискорд зайти. Там, кстати, я сегодня сейчас, прямо перед стримом, там у них человек сейчас 10, наверное, сидит в голосовом канале. Очень много ребят собрались. Обсуждают, правда, на казахском я ни хрена не понимаю. Ну да ладно. Обсуждают какие-то игровые моменты. Так, ну что у нас тут? Дот жмет. Дот жмет, и игроки как-то слева выглядят вообще неуверенно. Вот если еще Кука более-менее выглядит, то Халка задавили со старта. И он до сих пор не может оклематься. А у Райдера вовсю работают миги. Правда, не выбили они ни аванпост, ни труповоз, ничего. Но тут рядышком есть квады от ДДД. И пытаются в упор расстрелять такое огромное количество пехоты, но пехота справляется с квадами. То есть, скорее всего, что еще не все потеряно. А вот Халк опять пропускает, и пропускает достаточно чувствительно. К нему опять приезжает Райдер. Райдер его просто так оставлять не хочет. И тут Халк всю игру, по сути, выживает как может. Игра-то продолжается, и Кука сейчас, получается, против двоих игроков. Не очень приятно играть, наверное, но других вариантов у него нет. Поехали демобайки от ДДД. Кстати, что по базе у ДДД? Дворца, кстати, до сих пор не было. Вот только вот появился. Без дворца он все это время играл. Так, командный центр есть у Райдера, но пока не видно было повышений. Ни с одной, ни с другой стороны. Они, скорее всего, что появятся вскоре. У Халка продолжаются проблемы. Тут на базе гуляет небольшая группа пехоты. У Халка просто отбиться нечем. Райдер просто косит всех рабочих, которые что-то пытаются там делать, строить. Ну а Кука идет в отчаянную для него атаку, пытаясь хоть что-то сделать, как-то переломить ход этой игры. Ну, Кука молодец. Кука сражается, уничтожает вышку. Райдеру продолжает драться. Но тут огромная пачка с квадами, и плюс еще и миги в воздухе. Приходится Куке разводить на X. Квады добивают всю эту пехоту, которая была высажена или выбита с аванпостов. Тяжело дается эта атака для Куки. Куке приходится ретироваться обратно. Нет у него ни ЦМ танка, никакой другой поддержки. Ну и полетело уже от Райдера. Это у нас арт-удар. И летит в сторону нефтедобывающей вышки. Тут Райдер немножко встал на базе у Халка. Никак не проявляет себя. Ну и уже ковровая бомбардировочка полетела на Куку и выбивает ему ресурсный центр. Да, и от ДДД пошла атака. Ну, сейчас Кука должен как-то пытаться ловить это все. Нет, все-таки возвращается к себе в нору. Не рискнул дальше идти. Кука добил хрен, короче, на Халка, я так понимаю. Вообще никак ему не помогает. Халк пытается своими силами отбиться от этих красногвардейцев, и ни хрена у него не получается. Красногвардейцы просто крошат все, что пытается Халк вывести против них. А то если бы Халк играл плюс-минус как ДДД, то, может быть, чуть другая ситуация была бы, но его задавили прям со старта, и ничего хорошего из этого, по сути, и не вышло. Так, блин, пинг мне не нравится, 37. Может, сейчас игроки попробуют сами? Стабильно для игроков с Казахстана, на самом деле, такой пинг. Ну, пинг прям вообще. На ВС уже сказали бы, играем без стрима. Там пинг был до 20 доходил, они уже сопротивлялись, не хотели. А тут, видишь, пацанам комфортно. Я же говорю, они как Нео играют из Матрицы, им по барабану вообще. Пинг, не пинг. Они уже привыкшие к такому. Кука тут пытается опять идти в атаку, но он попадает в такое, я бы сказал, окружение. Его с одной стороны квады поджимают, а с другой стороны его миги в воздухе ловят. И плюс еще и от Райдера поехала. Небольшая группа, но в сочетании с квадами это по сути в окружение попадает. Сам себя туда загнал Кука и проигрывает это противостояние. Полетел, кстати, арт-удар от Куки в ответ, но на базе у самого Куки уже гуляет группа от Райдера.
кстати, Кука тоже решил не отставать и уничтожить нефтедобывающую вышку зеленому игроку. Правда, не добил, там можно будет подвести бульдозер и что-то сделать. Ой, а как это он успел перехватить аэродром? Где-то Черный Лотос тут, значит, гуляет. Перехват аэродрома осуществил Кука. И на аэродроме сидят миги. Вот что самое интересное. Но миги-то могут по бульдозеру. Да, по бульдозеру. Ну, тут рядом еще один аэродром у Райдера. Можно, кстати, по самолетам отработать. Раз уж перехватил, пока еще не уничтоженный он. Да, все-таки приходится его продать. Да, Черный Лотос, вот она. Или нет? Нет, это от Райдера Черный Лотос. Подожди, а где у Куки Черный Лотос? Где-то она здесь тоже должна быть. Как ты же перехватил Кука? Правильно? Без Черной Лотос это дело провернуть нельзя было. И Лотоса не вижу. Ну, кстати, тут проходной двор, может быть, где-то и Кука все-таки просочился Лотосом. Да, вот чем будет отбиваться желтенький игрок, непонятно. Там Халк вообще никак не активен, он бомбовозы почему-то заказывает. Ну, походу не повезло Куке с напарником. Я не знаю, как-то они делились, жеребили или там друзья решили играть в команде. Вот тоже не уточнял этот момент. Скорее всего, наверное, друзья в команде играют. И вот сейчас вообще никак Халк себя не проявляет. Ситуация у него, конечно, тяжелая. Да, и Кука сдается. Да, и Халк тоже сразу же по ходу пьесы. Решил, что ему лучше одному не играть. Так, если Райдер. уж проигрывать, то вместе. Райдер с ДДД получает первый балл. Давай посмотрим следующую игру. Так, у нас теперь реверс по правилам. Может, в этой игре будет попроще им играть? Так, ну что, игроки пока не готовы. Они еще команды не выбрали свои. Че, Редик, рассказывай. Как у тебя жизнь молодая? Как ты до жизни такой докатился? Ну, как до жизни докатился. Теперь я консультант и полноценный сотрудник банка. Кем только Маша не была, да? Да. Ну, надеюсь, на этой работе я задержусь подольше. Хотя я в целом, никому не рекомендую работать. Если уж заниматься чем-то, это то, что либо приносит большие деньги, либо то, что не вызывает хотя бы отвращение. Но, к сожалению, у меня не тот случай. Мне приходится работать. Так, ну что, у нас игра стартовала. У нас реверс на очереди. И в этом реверсе у нас Кука теперь играет за подрывного генерала Гла. Его напарник Халк будет за китайского пехотного генерала. На левом фланге у нас ДДД будет играть за пехотного генерала внизу. И сверху над ним Райдер, ванильный глашник. Посмотрим, может в этот раз все-таки будет ситуация поинтересней для игроков справа. Первую свою игру они проиграли. Я думаю, что это было не совсем приятно. Особенно Куке. Когда он реально всю игру пытался хоть что-то сделать. Халк ему не смог ничем помочь. Его задавили сразу со старта. Но если сейчас опять Халк провалится, то значит это закономерность. Это судьба. Да, это судьба. Это судьба. Ну, будем наблюдать за Халком повнимательнее. Куку, кстати, я несколько раз видел. Вот. Райдер только видел никнейм в Дискорде. Больше не знаю, на что способен игрок, как и ДДД. Вот. Поэтому очень интересно понаблюдать. А вообще в Казахстане, как и в Узбекистане, очень сильная генералонаправленная, как бы такая
аудитория. Они там реально чемпионаты междугородние устраивают, как ни странно. И развивают они, конечно, свою тематику очень хорошо. Вот как видим, и турнир сами себе намутили. У них желание есть. Может, знаешь, как знаний нет, может быть, правильного организаторства. Но вот... Есть жгучее желание. Да, но есть зато поучаствовать. очень сильное желание сделать что-то хорошее, красивое и увлекательное. Вот. Поехала техничка от Райдера. Привет Герману. В чате пишешь. Так, подрыв военного завода от Куки. Райдер постарался, но, правда, выбил только до норочки. Чуть-чуть не дожал полностью уничтожить его. А от Халка в ответ Хеликс против Райдера. Кстати, похожий Хеликс пропустил Халк со старта. Где-то плюс-минус в это же время. Ой, ну выбей квад. Выбил квад, но и Хеликс потерял. Все-таки у Райдера в прошлой игре Хеликс был покруче. В этот раз, конечно, у Халка ни хрена не получилось. Хотя задумка была хорошая. Даже очень. У ДДД у самого появился Хеликс. Ну, правда, Хеликс где-то уже наполучал. Он возвращается на ремонт. Техничка полетела в атаку от Куки. Там ракетчики. Ракетчики прямой наводкой по грузовичкам. Аванпост выехал встречать. Привет, Алекс. Так, и у Райдера техничка как объехал мины на ресурсном центре. А здесь бульдозер. Здесь бульдозер у Халка. И ну, сейчас потеряет бульдозер. А есть еще бульдозера? Подожди, это что? Последний бульдозер, что ли, был? Да. У Халка это был последний бульдозер. Последнее, мне кажется. Да, больше нет. Его возможно. И поехала, кстати, техничка, но техничку хоть мигами остановил Халк. Уже похвально. Что у тебя с процессом? Все нормально? Да, нормально, а почему бы нет? А что, не должно быть нормально? Не лагает стрим, кстати? Кто там на стриме? Нормально состримался? Нет, не лагает. Я, кстати, посмотрел, у тебя 2 стрима идет. И Да. я про себя подумал, что за фигня. Захожу, а там шортс. А там шортс, Да. Вот. Один стрим в шортсах. А, есть бульдозер. Все, у Халк сохранил себе бульдозер. Уже похвально. Получилось. Что тут у нас у Райдера? У Райдера появляется дворец. 2 военных завода. Казармочка. 2 ресурсных центра. Все по фэншую, все как положено. Так, бульдозер у нас у ДДД тоже имеется. Но как-то база маловато будет. Где центр пропаганды? На 5-й минуте нет центра пропаганды. Значит, ситуация не самая благоприятная для ДДД. Тут ЕЦМки, наверное, все-таки тоже нужны. Зато Хеликс есть в воздухе. Хеликсом можно ловить технички. Пытался захватить завод для скидок. Кука ему не дали этого сделать. YouTube Shorts как будто просадки. Ну, может быть. Это процессор. Я через процессор там стримлю, может быть. Я не сильно вникал там в настройки. Надо, кстати, будет посмотреть. Потому что у меня стрим основной идет с видеокарты, а для шортсов идет с этого самого. С процессора. Ну, миги хорошо работают. Мигами норки надо, наверное, валить потихоньку. Не давать Райдеру строить их вообще. И игра такая, слушай, она пошла именно в стадию затяжного противостояния. У Куки тут одна техничка гульбенит. Они что там не подрывают? Уже первые черные рынки пошли уже у Райдера. Скорее всего, сейчас ракетбаги, наверное, пойдут какие-то. Или боевые автобусы. Скорее всего. Дворец у Куки позже появляется. Дворец очень поздний. Если брать конкретно его оппонента Райдера, то у Глашника быстрее он появился. Ну и Кука, в принципе, играет только одними квадами.
Ему пока ничего и не надо в этой жизни. Надо будет, кстати, посмотреть там настройки этого шорца. Может, я что-то не так выставил, как обычно. Это не просто шорцы. А шорцы что, действительно так? Может быть, шорцы лагают. Я думаю, просто настройки надо подобрать под шорты. И тогда все будет замечательно. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну, сейчас, получается, да, 4 стрима идет. Провод, Twitch, YouTube и шортс. И что у нас? Хеликс возвращается обратно. Не получается друг друга пробить. Ни одной, ни другой команде. Начинается у нас такая, знаешь, образовываться фронт между игроками. Правда, быстрее в постройке этого фронта все-таки оказывается Райдер. У него норки в центре уже достаточно плотненько стоят. А со стороны Куки и Халка пока нет такой плотной обороны. И, скорее всего, мы сейчас дойдем до фазы, когда начнут друг другу какахами пулять в виде всевозможных супероружий. В данном случае у нас будут скат-штормы и ядерное оружие. Если, конечно, мы дотянем до того момента. Ну, сейчас я гляну, как, кстати, процессор себя ведет. Слушай, а у ДДД хорошие ребята тут, я так понимаю, наверное, были все-таки Хеликсом высажены и уничтожают вышку. Сборная группа от Халка и Куки идет по нижнему флангу. Да? Да, такая Собираются общая вместе группа. провести атаку, выбить ближайший суплай и лишить противника экономики. Стандартные действия на такой карте. В целом ничего нового не придумали, но разве что может Ну, общую группу атака ведут. продолжится. А, дальше. кстати, не готовы были ни Райдер, ни Кука к встрече такой большой группы. Есть Миги, но Миги не рискнул отправить вперед. А ДДД? И только сейчас Райдер сам как-то поздненько отвечает на эту атаку. Когда ДДД потерял все свои войска, Райдер вторым темпом вышел защищать базу своего напарника, но и вроде как, слушай, успешно. Вроде успешно. Нет, они отбились по-любому. Да, успешно и отбиваются. Нормально. атака не возымела эффекта. Ну и остается при своем. Остается при своем. Причем тут только 3 квада осталось. Поэтому я бы сказал, боевая ничья между ними сейчас произошла. Как бы никто особо успехов не добился. Придется все равно группы по новой собирать. Не без этого. Что там? Где казахи? Казахи в чате есть? Где ваша поддержка ваших соотечественников? От Райдера пошла атака. Так, подожди, а есть у Халка чем-то защищаться? Что-то пока никого не видно, чтобы выезжал, встречал. Вообще никого. Тут несколько пацанов добежали до базы Халка. ТД установил маяк. Ага, боевой автобус, слушай, уничтожает. Уничтожает один из аэродромов. Кстати, второй может уничтожить. Второй тут тоже на подходе. Ой-ой-ой-ой, что сделал Халк? Нахрена отправил на квады все свои миги? Они ж упадут. Они так и сделали, они упали. Ух ты, ё-моё. Чем Кука будет отвечать? Ему ж Скорее надо... всего, думал, что у него прокатит, но, как видишь, не получилось. Не, ну может они-то еще и отстрелялись, потому что если несколько квадов все-таки было потеряно. Но, конечно, потеря мигов это было мощно. А вот и скатшторм от Райдера. Где помощь союзнику? Нет помощи.
никакой. Норка есть, плюс-минус. Из этой норы можно делать выпад. Ага, рокетбаги, поехали, все понятно. Своим ходом, не из норки. А рокетбаги еще без апгрейда. Но по ним, скорее всего, сейчас миги отработают. А нету мигов, да? Не-а. ДДД потерял Мигов нет. два аэродрома, и поэтому сейчас остался без мигов. Убирай! Убирай, 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 убирай. Нет, даже не стал реагировать. Кука. Халк потихонечку переносит свои основные здания на базу к Куке. И, наверное, сейчас будет круговая оборона от них. Кое-какую группу все-таки сумел Халк наскрести. И вроде как справляется с этими квадами. Но не без проблем. Не без проблем. Да не, есть двухминутная задержка. Так что по-любому. 4 рокетбаги у Куки. Не хватает мига в воздухе от ДДД. 2 аэродрома, конечно, было потеряно. Квады вывел против рокетбаги. Рокетбаги решили отъехать. В принципе, Райдер, они- мне кажется, уже должен переходить в рокетбаги и потихоньку оставлять квады, потому что актуальность их падает с каждой Ну да, минутой. Кука уже вовсю играет рокетбаги и боевые автобусы. Так, тут черную лотос нашли. Скорее всего, это Халка было, да? Под Халка. Хорошо. Да. Маленькая. 2 минуты задержка для таких боев, то, что надо. Так, с артиллерией уже Халк начинает идти вперед. Правда, группы маленькие, небольшие. Так. Что у нас игра подвисла. И слушай, а Райдеру потихонечку норки в центре рокетбаги выпиливают. Ой-ой-ой-ой-ой, что делает сейчас Райдер? Он выехал, потерял, блин, сколько там, 3-4 квада потерял точно. Ну и Кука не успел среагировать, вовремя увести оттуда рокетбаги. Рокетбаги тоже получили по шапке. Да не 30 секунд. 2 минуты задержка. 120 секунд. 2 минуты, 2 минуты. Тебе показалось, Александр. Ну, тут уже, конечно, сверху опять. Кука, правда, потерял свои юниты, но Халк попер вперед. 2 скатшторма у нас уже на счетчике есть. И поперли вперед. А следующие оборонительные позиции у Райдера аж на базе. Так. Это у нас был арт-удар. Я не успел его увидеть, конечно, но бывает. Один из скат-штормов до норки выбили. Он, правда, отстроится. Это не страшно. И опять же, игра стоит. А все-таки в прошлой игре Халка из-за того, что раньше времени раздавили, он не смог оправиться. И Куке пришлось не сладко. А вот в этой игре полегче уже будет. Правда, по скатштормам проигрывают. Вторичная экономика вроде как у Глашника есть желтого. Вторичная экономика у зеленого тоже есть. Китайцы начинают, правда, проседать. У них заканчиваются ресурсы, коробочки. Но тоже есть уже хакеры. А где хакеры от Райдера? Ой, от Райдера, от Халка. Есть тоже. Немного, но есть. Слушай, тут черная лотос не сможет пройти, аванпост стоит. И тут аванпост, и тут. Везде аванпосты.
Или норки, или аванпосты. От Халка невозможно ожидать черных лотос. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это, кстати, это да. смотри, последние деньги воруют Халка. Черная лотос. Причем своровала деньги, а Халк подумал, что воруют Да. командный центр. И продал. Но там он пустой все равно. Да. И Кука отправляется вперед в атаку. Я тебя понял. Ну? Всю группу потерял Кука. Кат-лаунчеры есть у Райдера. И плюс миги в воздухе тоже не способствуют, не способствуют этой атаке. И что-то мне подсказывает, что начинает опять Халк подводить своего напарника. Халк слабее выглядит, чем Райдер, как глашник. Если еще Кука более-менее, то вот с Халком проблема какая-то есть. Тут вообще непонятно, куда было использовано повышение от Халка. Зачем, куда. Непонятно, там вообще давно уже никого нет. Или он думал, что если он отправит его, оно сразу долетит. Не долетело. Да. Не, ну Куки база хорошая. Слышим звук арт-удара. Откуда, куда? Ага, это уже ДДД решил. Скорее всего, по военному заводу, раз сюда маячок поставил. Ну и летит плюс-минус туда, в ту сторону. Да, и ковровую бомбардировку сразу использует. Да, это по военному... Нет, даже по черному рынку. И причем ни одно из 3 зданий не забрал ДДД. То есть расчет был на то, что сразу 3 здания сложатся. Не получилось. Скатшторм. Скатшторм от Куки. Ну, как по мне, немножко отстают они уже по графику. Сейчас у Райдера уже будет запущен Скатшторм. Ага. И запускают его. Главное узнать теперь, куда его. Я увидел сообщение, говорят, у тебя задержка стоит 2 минуты. Да, задержка на стриме, да, 2 минуты. Вот и ответ на вопрос. Почему так долго читаем сообщение? Потому что задержка. Да, 2 минуты задержки. Ну, для того, чтобы игрокам было комфортно. Без стрим-снайпа и так далее. Правильно. На World Series там вообще 3 минуты требовали. Минимум. 2-3 минуты. 2 это минимальная задержка, которая должна стоять. А вообще в идеале 3, а то и больше. Да, и конечно уже у нас... Право пацаны начинают прям жестко проседать. По многим параметрам. И скатштормы у них позже появились. И в плане атакующей мощи они как-то слабее выглядят. Китаец не оправдывает... не оправдывается как напарник. Ну и глашник просто сейчас Райдер. Ой-ой-ой, по своим скат-лаунчер лупанул. 2 квада забрал. Получилось такой, знаешь, как он называется? Когда огонь по своим. Friendly Fire. Friendly Fire, да. Да. Ну, думаю, что... Когда увидел Райдер, что сделал, как бы сразу остановил эту атаку. Потому что там второй не отстрелялся по своим же. Не успел. Полетел арт-удар от Халка. Ну, теперь давай посмотрим, куда он выберет цель. В прошлый раз крайне не в тему было использовано. Может, в этот раз исправится. Это все летит на скат-шторм. Военный завод. Ну, возможно, добьет. Не добивает. Буквально на соплях выживает.
полетела в ответ. Ковровая бомбардировочка. И китаец теряет свой левый завод. Плюс у Глашника временно один черный рынок до канализации выбит. Демо-байки от Куки. О, Кука использует демо-байки от Скуки. Я бы так сказал. Да. И он хотел по аэродрому, но получилось по черному рынку. Ой, чуть-чуть не добил свой же черный рынок. Райдер. Опять уже, кстати, второй раз такая получается неприятность у него. Но хорошо, что хоть не выбил его. Повезло. Миги уже по норам работают. Халк все-таки нашел, где просочиться. Черная лотос бежит. Ой, ну тут, конечно... Тут, конечно, аванпост увидел. А как, кстати, она там очутилась? Что-то непонятно. Тут же аванпост стоял. Как пробежал? Новый аэродром. ДДД. ДДД вообще себя неплохо чувствует. У него вторичная экономика, в принципе, в норме. Он может себе жить, развиваться. Еще один скатшторм у Райдера откатился. Это тот. Но его пока не используют. От Глашника попыток перехватить бульдозер не было. Ни у одного, ни у другого. Может, надо было бы попробовать? Скорее всего, они просто не рискуют, чтобы... Ну, вот смотри, какая героем. щель. Щель хорошая, можно было сюда просочиться Джермен Келлом. Но... Я думаю, все равно из-за тумана войны Кука не увидел эту брешь. Ну или просто не догадался. Просто решил в этот раз не использовать такую возможность. И поиграть без героя. Я так понимаю, у него Джармана Кэлла на данный момент нет. Вообще не видно было Джармена Кэлла. Прилетел Скатшторм. Ну не пытается Райдер уничтожить Скатшторм Куки. Вообще никак. Очень затяжное противостояние. Видно, что обе команды сбалансированы так, что игра получается на равных. Если вот один другого не задушил на старте, то игра у нас уже 23-ю минуту тянется. Никак не могут добить друг друга. Полетели ковровочки. Тут два самолета разминулись. Так, а это уже по Скатшторму. Будет попытка прорваться Скатшторму. Прилетело, но вроде в никуда. Небольшое разрушение. Это, походу, Джармен Келл был. На мотике. Неуспешно. Пытался Райдер. Я так думаю, все-таки ему надо забрать себе бульдозер. Но аванпост его не пропустил. Я бы сказал, ему необходимо забрать бульдозер, потому что игра пока что очень похожа на то, что будет затяжная борьба именно с Скатштормами, а энергия дает очень большой буст. Ну, у Куки нет Скатшторма Скатшторма временно. Ему выбили его до норы. Чем, я, правда, не увидел. Там прилетела ковровка, и чем-то добили. Скорее всего, Скатшторму. В любом случае, Судя по тому, как тогда развитая Куки нужно побыстрее захватить дозер и уже придумать ответный удар. Джармен Келл в боевом автобусе сидит. Так, ну боевой автобус переворачивает. Но он со своей задачей справляется. Не дает Райдеру далеко проехать. И всю пехоту выбил. Но боевой автобус свое отжил. Еще один арт-удар от Халка.
Так куда? В направлении этой группы? А, или по аэродрому. Да, по аэродрому летит. Нет, даже не по аэродрому, а по военному заводу и центру пропаганды. Что-то прям перелетело. Хотя мог забрать полный аэродром с мигами. Это было близко. Попытка прорыва демобайками неудачная. Ну, норки тут особо не прорвешься. Безуспешная атака. Ну, затяжная игра, очень затяжная получается. Но с учетом даже, что игра команды слева более как бы приятная, что ли. Но они тоже не могут пробить. Токсиновая бомба. Куда ее? Под военные заводы, наверное. Да, прям в центр между ними. Нет, все-таки ближе к более правому военному заводу. Еще одна ковровая бомбардировочка, тоже по 2-0. Угу. 2-0. Следующая у нас карта какая? У нас, получается, первыми кто? Халк и Кука были. А получается, карта от Райдера. Здорово. Бывает в жизни огорчение с этим интернетом. Ага. Тиммейта ждем. Так, ладно, пока они там собираются, поэтому пока на кухню отойду. Давай. Сейчас появятся игроки. Да, пинг хороший там. Так, пока у нас заминка, напоминаю, что кто не подписан, подписывайтесь, лайки ставьте, репостите. Болейте за своих соотечественников. У кого YouTube лагает, есть Twitch трансляция, Trovo трансляция. Всегда можете зайти и насладиться игрой, не обязательно на YouTube. Кому удобно в шортсах, смотрите в шортсах. В общем, где удобно,
как удобно. Так, смотрите. Бабочка. Что такое бабочка? Вот это вроде, да? Бабочка. Так, подожди, ждем еще одного игрока. Привет, привет, усач. Здорово. Да, получается, тоже интернет работает через одно место. Сегодня тоже. Чалька, бывает. Что сделаешь? Что поделать? Так, ну где там ДДД? Так, я тут. Что, игроки Что? карту выбрали? Карту выбрали, Burning Deadline, ДДД нет. Куда-то он исчез. It will look real nice when it's done. We will live in prosperity. Very economical. That's in your secret. Let's get out there. We will prevail. That's a good start. We stand together. Отошел куда-то у нас игрок. We have big Но его надо ждать. strapped in and ready. Punish them. That's a good start. Так, появился у нас игрок. Поехали. Let loose the juice. That's an easy one. Нас разгромили. Welcome to the party. This is not over yet. Don't look directly at the glass. Prepare yourself. Is the heat getting to you? This is only the beginning, gentlemen. The beginning of the end. Like a swarm of locusts descend from the sky, soon all your men will see. 1 billion more will not came from to devour all world who stand against China. Dragon marches. Так, ну что, посмотрели мы, кто выпал.
у обеих команд. И теперь на карте Burning Deadline у нас Райдер на верхней части карты, зелененький цвет, ванильный глашник, у него в напарниках ДДД, три буквы Д в никнейме у человечка. Играет он за подрывного глашного генерала, чуть правее от Райдера. На верхней позиции оранжевый цвет. Против них команда Кука Халк. Два пехотных генерала. Синий цвет у нас Халк, желтый цвет у нас Кука. Рабочие уже начинают занимать свои позиции. Согласно купленных билетов. Согласно купленным билетам с первого ряда я требую демонстрацию, потому что я ничего не вижу. А тебе зачем? Ты облизывайся. А, я сегодня на чате, да? Да, Окей. ты дежурный. Так. На правом фланге этой карты, карта интересная, у нас Мгм. Халк. Карта очень интересная. Бахнул военный завод и ресурсный центр. Кука ему туда метку поставил. Прям на метку и бахнули военный завод. Даже ДДД тоже маякует, что у меня там проблемы на правом фланге. Райдер, помоги. Райдер... Не, у Райдера пока все хорошо. Собирает... Сейчас едет подрывом Подрывников. как раз таки на этот завод, наверное. Сейчас посмотрим, куда. Где он вынырнет. Этими подрывниками. Пока непонятно. Может, на Куку поедет. Нет, ждет норки. А у Ждет Куки- норки, который достроится. Куки Хеликс. Нет, вот она техничка. А, поехал все-таки подрывать. Да, и бульдозер находит. Ну, высаживай. Ну, ой-ой-ой. О, Не, ну, а, нет. более-менее, но Получился. бульдозер выживает. Но ресурсы, конечно, покоцали. А тут еще, кстати, Там один всего 4 подрыв. подрывника Еще было. один Да, подрыв второй был подрыв от ДД. подрыв. От ДДД. Второй ресурсный центр подорвали. Но если они решили Куку гнобить со старта, то Халк явно послабее будет. А у Халка, кстати, тоже неплохой аванпост заезжает на базу к ДДД. Высаживает 3 ракетчиков. Норку уничтожает. Да, ну Кука пока восстанавливает свои ресурсы. Надо Танк перенаправлять ракетчиков и атаковать суплай за место рабочих, потому что урон меньше. Да, тут танк дракон Немножко не есть. контролирует этот момент. Но зато драконом... Кстати, драконом можно ехать дальше. Да, можно спокойно норку контрить и забирать барак. Так, тут конечно, все, хана этому ресурсному центру. У ДДД казарма тоже минусуется. Сосредоточились на подрывах Куки, а Халка оставили, можно так сказать, без внимания. Тут еще подкрепление, это еще один труповоз. А Кука играет в 3 ресурсных Кстати, первый раз центра. вижу, чтобы прям играли так хорошо труповозами. Обычно делают аванпосты, или, допустим, я еще видел такую фишку, делают труповоз и засаживают туда ракетчиков, оставляя одного Тоже есть. ганнера. Ну тут в аванпосте сидят ракетчики. Так, возвращается опять к ресурсному центру. Ой, надо демобайки. Байки. Надо контрить. Поймал. И да, контролирую. Неплохо. Так, Кука здесь живой. Есть Хеликс, все нормально. Квады поехали от Райдера на Куку. Надо было, наверное, помочь ДДД отбиться, не? Я Ну, думаю... О, еще группа. Я думаю, если они уже начали атаковать Куки, то пусть продолжают. Ну, у Куки все потому хорошо что- с базой, понимаешь? Есть чем защищаться, обороняться. Там Все-таки Хеликс в воздухе. надо было выводить из той норки подрыв и ехать не подрывать суплай, а все-таки завод. Так, ну тут потихонечку труповозы ликвидируют. Ну, лови труповоз, ну. Поймал. Ой-ой-ой. Ну, хотя такая орда пехоты, еще Они должны вдобавок снести она... все. А там аванпосты Да. еще есть. Ну давай аванпосты, хоть посади часть пехоты в аванпосты.
Ебать, ты смотри, как подрывает, а. Не видит Халк, такое ощущение, что не чувствует моментов. И Ну тут да, уже и тут Райдер не помогает. контроль. Да. И Райдер уже помогает. Но база, конечно, у ДДТ очень сильно пострадала. У него один ресурсный центр остался. Тут чисто за счет Райдера сейчас все держится. Кука А начинает. что по контролю могу сказать, игроки не шибко высокого уровня. Все-таки базовые параметры контроля есть, но забывают про юниты. Вот как про этот аванпост. Просто уехал и забыл, переключился. Все-таки, если повышать уже уровень, то им надо повышать конкретно АПМ контроля юнитов. А уже подтягивать все основные основы игры. остальные. Ну, смотри, в этот раз проблема у ДДД. Он теперь слабое звено в этой игре. Они хотели Куку сделать хромой уткой, но не получилось. Не получилось. Ну, учитывая, что атака уже захлебнулась, можно сыграть на контратаке. 4 байка и закрывается завод. Спокойно. Но это если байками играть. Но он О. байками играет как раз таки. По левому флангу Кука собирает ударную группу. Райдер сейчас все свое внимание сосредоточил на защите своего напарника. Очень много внимания там уделяет тому флангу. Иначе тут ДДД просто сейчас проиграет. Но есть шанс слева пропустить неплохую атаку. И Райдеру сейчас придется Вот, возвращаться. кстати, учитывая то, что Кука играет аванпостами плюс ЕЦМ-ками, я могу сделать вывод, что он все-таки более скилловый игрок в плане понимания игры. Все-таки аванпосты дешевле, чем труповозки, делаются быстрее, да и ракетчиков засаживают туда намного выгоднее. Ну, А вот пока что Халк играет, как ни странно, как бот запеха. как бот. Ну, не в том плане, что прям совсем уж плохо, а в том, что бот делает в основном юниты труповозки и аванпосты. И Ну, может, не это- засаживает. Может, это хардовый бот. Ну, это хардовый бот и есть, я его схему описываю. Просто я изнутри знаю, как код и какие приоритеты у бота на производстве юнита, у него как раз таки такие приоритеты стоят. Ну, что Так сказать, что- Халк теряет военный завод на правом фланге. Просрал он свой момент, когда мог нормально проатаковать, пробить. И Райдер сносит ему эту базу, которая была здесь, теряет еще и ресурсы. И может продолжать Райдер дальше атаковать. Платит Халк уже 5000, видимо, не знаю, Ну и откуда Райдер. девать деньги. Ну и Райдер успевает еще и свою базу отзащитить. Видно, что Райдер получше играет, наверное, чем Кука и Халк, наверное. Ну так точно. Высадил толпу Кука. И попробует идти вперед. Ну, кстати, поймал демобайк, который пытался ему в тыл отправить ДДД. То есть прочувствовал этот момент. Ну, пока Кука тянет время, его напарник восстанавливает свою базу. Куда побежали миниганеры? И Хеликс закрывает остатки квадов. Есть уже у Халка 2 Хеликса. Командный центр себе восстанавливает. То есть 3-й ранг. Ну да, они в атаках хорошо набили. У Халка сейчас полетят повышения. И нечем восстановить постройку командного центра. И центр пропаганды есть. Сейчас полетят повышения, по-любому. Кука чуть-чуть отстает по рангу. У Райдера хорошо тоже ранг набран. 3-й ранг уже есть. Так, Хеликс в воздухе. Тут должны быть квады в норке, по-любому. А нет, все квады находятся на левом фланге у Райдера. И Хеликс отправляй вперед, там пока никого нет. Чё ты? Не стой. Не спи. И норка пустая. Не ожидали Хеликса на правом фланге увидеть. И опять ДДД страдает.
в этот раз Райдер потерял огромную группу сквадами, которая могла пригодиться в обороне. Да, ну демобайки, да, хорошая против наземных юнитов, но не против хеликсов. Еще один хеликс от Куки сюда же. 3 хеликса. Сейчас идут команда. Нижняя. Так, есть хорошая толпа. У Куки. Дворец только-только построился. Там черная лотос уже добежала до базы. До верхних баз. Да. Ну в этой игре, конечно, все-таки Кука и Халк походу отыграются. Вот интересно будет следующую игру. Смогут они вывести заглашников или не смогут? И сдается GG. Райдер, сдается ДД. И первый балл возвращаются. Да. Кука с Халком в игру. Все-таки у них получилось. И все-таки они смогли. Так, надеюсь, на трансляции все хорошо. Нормально слышно Ридика, меня. Сейчас послушаем как раз таки. Так, места поставили, все поставили. Поехали. Но мне кажется, пехи все-таки посильнее будут, чем два глашника. Хотя тут, наверное, Ну, как сказать? Как при разных сказать? обстоятельствах, наверное, если встретиться. Да, да. Я думаю, заглашников тут есть смысл пойти не в подрыв, а вот как раз таки побыстрее выйти в дворец и сделать апгрейд на пули, на квады. И тогда, я думаю, пеха можно спокойно закрывать. Так, ну что, у нас два пеха. Райдер и ДДД на нижней части карты. Райдер слева, ДДД справа. Два глашника, но они, правда, не одинаковые. Ванильный глашник у нас Кука. Слева вверху. Ну и справа у нас Халк. Синий цвет. Ну что, Халк видно, что слабее, но Кука в прошлой игре одним движением руки перевел из обороны в атаку и все-таки смогли выжить для себя 1 балл. Сейчас посмотрим, как в этой игре будет. Поехал грузовичок от Райдера рабочих давить. Красногвардеец в центре к вышке. Ну, тут бежит Ребель от Куки и рабочий от Халка. Похожий военный завод от ДДД на правом фланге. Очень похожий. Нормально. Ну, всё. как сказать, похожий. С одной стороны, он оставил пространство, где можно влепить бункер, если будет контратака. Ну, вот сюда вот, кстати. С другой, ну, даже можно за суплаем просто, за ресурсами Зачем влепить за посерединке и А все. чё, вот сюда, на проходе. Да, да, вот и именно туда Впереди. как раз таки. Так, аванпост у нас от ДДД. Встречают ракетчики, ну и квад. Тут, конечно, в этот раз не получается просто так проехать. Но дракон может сейчас пробить. Очень быстро это все. Хеликс от Райдера на левом фланге. Норку он уничтожает. Техничка на центре. Тут красногвардеец до сих пор без выученного захвата. Так.
трансляции не те поставил. А на Твиче не лагает, да? На Твиче все отлично. Да тут весь На стрим Ютубе лагает. картинка сыпется прям вообще. Да, тут прям Да. в Ютубе тут капец. проблема. А ну Twitch. Прям сыпется все конкретно. Не, на Твиче все супер. Да, на Твиче нормально. YouTube просто зашкварная платформа, просто жопа. А ну на Трова. И на Трова все Красота. отлично. Ну, видимо, проблемы конкретно с YouTube. Это YouTube. Это YouTube. То есть вы можете, ну, сколько хотите говорить мне, что это у меня комп лагает. Нет, это именно YouTube. Качество режет, просто жесть. Так, райдер у нас Китай. Сверху. Слева. Справа от него лазерный ДДДДД. ДДДДД. Внизу у нас команда Кука Халк. Халк у нас Китай танки. СВГ у нас Кука справа. Желтый. Так, есть китайцы, есть американцы. В этот раз без глашников обойдемся. Да нормально все. Все нормально. Малый себе растет. Радуется. Кстати, ребят, переходите на Twitch или на Trovo для того, чтобы наслаждаться нормально стримом, а не вот это вот все. YouTube, видишь, что делает, какую хуйню? Я не знаю, Ой, а тут, чем это кстати, лечится. моя любимая карта «Павшая империя». Я ее просто обожаю. Досконально знаю, что тут будет происходить. Два военных Если- завода друг напротив друга Да. в центре. Если не законтрить дракон, который выйдет с этого военного завода, это будет ГГ для У одного ДДД из минус игроков. 1 бульдозер. Сейчас второй, наверное, потеряет. Так. Тут, конечно, Кука на лазерлок ловит сейчас чинуки. Бульдозер один потерял. Так. Давай второй. Хаммер лови. Тут пропустил все-таки, что один, что второй игрок. Да. Размен Драконы, да. Потери что тут, что там. Ну, тут зарешает только Юса. Если Юса поддержит одного из игроков, либо поможет отбиться, либо наоборот поможет напасть, я думаю, тут уже очевидно будет исход для одной из команд. Так, ну тут уже в контратаку переходит райдер, но контратака не в тему вообще. Ракетчики только остались. Ох, какой ДДД аванпост очень от райдера большие на левом проблемы. фланге. Да. Минус бульдозер. Кстати, это последний бульдозер для Халка. Да, у него больше бульдозеров нет, это дозер. Он успел каркас только влепить и все. А, что толку этот каркас? Ну, если только союзнику передать свои эти технологии. Александр, это не у меня Так глючит, устроено. это YouTube так ведет себя странно. На Твиче и на Trovo все отлично. Качество, все хорошо. С качеством все нормально. Мне кажется, он уже угорает. Да. Ну а что Просто сделать? Это вот... угорает. Она же ж кластерами все это дело. Она блокирует то с одной, то с другой стороны. Как ни крути, блин. Кстати, на Trovo качество как-то получше, что ли, На чем Trovo на хорошее Twitch. качество, я не знаю. Вот я прям сравниваю, так На Trovo прям Чё хорошее качество. убедиться. Так, поехал Халк в контратаку, но у Халк это уже, считай, из последних сил. Что-то пытается сделать. Ну, Кука тут неплохо себя чухает. Уже даже сам через центр начинает атаковать. Хаммер потерял. Да, Хаммер потерял. К сожалению. Ой. А тут танк-дракон. Кстати, а тут слишком кучно здания стоят у райдера. Это плохо. Да, если у вас плохое качество на Ютубе, переходите на Trovo или на Twitch.
Тут намного лучше качество картинки и трансляции. Я вот сейчас тоже просто Трова смотрю. Трова просто шикарно передает картинку. Халк прорашивает. Кстати, он сейчас себе. выбьет Райдера. Да. И при этом, что он потерял дозер. Его не останавливает, он начинает спамить с одного завода. И на базе Халка тоже какой-то дракон, видимо, от Райдера, что-то тут. Это не БМ. дракон, это Батлмастер. Ну, тут, в принципе, Ну, Батлмастер. экономику подрежет. Экономику подрежет. уже и режу. Тогда уже Ну, будет тяжелее. Тут сейчас останется ДДД против Куки, я чувствую. Но у Куки ситуация тоже не самая радужная. Но у него есть хаммер, он может помочь отбиться. Ой, Ох смотри, ты. какой ракетчик здесь. Ой, и бульдозер, смотри, где И бульдозер бульдозер стоит. надо было! Пускай. Ё-моё, лазерлочить. И пошел бить бульдозер. Да бульдозер его раздавит еще. Ну, это, конечно, провал для ДДД. Провал. Тотальнейший. Это просто кошмар. И Хаммер тут стоит, вообще забыл. Походу, ДДД растерялся. Да, с контролем у игроков явные проблемы, это прям чувствуется. Тут сейчас ситуация, конечно. Райдер более сильный. Ну, тут знаешь, как Райдер, он достойный Куки. Последний бульдозер Райдера уничтожили Хаммером. Кука тут не растерялся. Да. Да, нормально. Кстати, я вот не люблю выдвинутые военники тут ставить. Уж куда проще отправить сначала ПМ. Не, я думаю, вот сюда суплай его где-то надо и ставить. отбить. Не надо вот аж тут. М, Если он будет если здесь, ты можно хочешь, успеть отреагировать. И он быстрее проще, построится. проще знаешь, где у союзника наверху поставить рядом с суплаем. Ты из союзника, если что, быстро прикроешь. И если что, отреагируешь. можешь Там У Куки уже Альфа Аврора есть. Это нормально. Ой, ну да, это ГГ для тима Райдера. Ой, Райдера. Да, Райдера. Да. Ну, я Райдера думаю, что и да, ДДД. тут уже все-таки второй балл себе зарабатывает Кука и Халк. Хотя у Халка ситуация была очень плачевная, он на соплях выжил, но выжил. И причем, смотри, какие тоже пачки отправляют вперед. Мгм. Тут стратег-центр появился. Не, ну тут уже... Ну, стратег-центр раньше и- появился. Ну и ДДД будет сейчас на своих хрупких плечах сейчас все вытаскивать. На ютубе все сыпется, все умирает. Ребят, переходите на Twitch. Недаром же есть платформа Twitch, Трова. Как бы я для этого их специально и держу. Пусть они там не самые наполненные, конечно, но переходите туда, подписывайтесь на Twitch, Трова. Не парьте себе голову с этим Ютубом. Ютуб, наверное, только для видео надо будет оставлять и все. Я так понимаю. Разделение. Для YouTube для видосов, Twitch Да, для да. стримов. Twitch для стримов будет у нас, Трова для стримов. А Да. YouTube, наверное, оставим. Трова для кино. Да, Трова для кино. Так, давай только не без лагов, давай. Интернет мой. Не хочу, чтобы ты лагал. Да, это сейчас, конечно, Альфа Авророй Кука. Кстати, нету ограничений по Альфа Аврорам, поэтому сколько налепишь, столько и будет. Я предварительно спрашивал у ребят, какие там правила. Короче, они по сути играют чисто 2 на 2. Если будет 4-4 счет, какой-нибудь миррор там. На какой-нибудь карте. Я говорю, а на какой карте? А какую поставишь, такая и будет. Какой миррор, такой и будет. Да, и сдается ДДД. Не вывозит без райдера. Да. Ой, 3-2. 3-2. 3-2. 3-2, да. Ну, ровно идут, что сказать. Ровненько. Да, ровненько. Что у одной команды, что у другой есть такие, знаешь, как грузики. Я бы их так назвал, Халк и ДДД. А вот в плане Райдера и Куки хорошо шарят. Что делать надо? То есть видно, что Халк и ДДД немножко подвисают по уровню игры. В отличие от их напарников.
Ну, это, наверное, даже и к лучшему. Более балансно получается, что один тупит, что второй может подставить, что этот может подставить. Но они учатся, это не страшно. На самом деле. Страшно, когда ничему не учишься. И учиться не хочешь. А все остальное дело наживное. Халк продержался, выбил Райдера. Пока Кука там Альфа Аврору соображал. Ну и Альфа Аврора уже добила остатки. Чини YouTube. Да что его чинить? Я его сейчас нахер отключу и все. Я думаю, Он меня раздражает можно, сейчас, да, если честно. попробую через консоль Ютуба перезапустить просто трансляцию. Отменить поток и запустить его заново резко. Щас. Может, это хоть как-то спасет. Творческая студия. Сейчас попробуем. Угу, болтос. Он полностью отключился. Ну и все. Мы сказали переходить на Twitch. Пусть люди пойдут на Twitch. Он полностью отъехал. Обещал долго жить. Так. Опять два военных завода друг напротив друга, но тут уже Кука выдавливает. Просто выдавливает. Бульдозер. И успел что-то заказать? Дракон первым выезжает у Райдера. Что у одного, Ну, что там. у второго, но тут есть еще ракетчик, который поддамажил слегка дракона, притормозил его, и это неравномерный будет размен. Скорее всего, успеет А тут уже, БМ скорее выйти. всего, что БМ, да. БМ у Да, Халка. да. Но, Но я вот думаю, военный завод спасет. потеряет один хрен. Еще один раз по ней. Да, Не да. успеет. Спасет все-таки суплай, но потеряет военный завод. Да, но... Один-один, можно Кстати, сказать. когда дракон подходит вот так вот вплотную, это наносит максимальный дамаг, который у дракона вообще есть. Что вы думаете? Такая. Неплохие драконы заходят у нас от Халка. Вполне себе хорошо выбивается в завод и продолжает Халк напирать. В то же время союзник никак не реагирует. Скорее всего, сейчас уже будет боевой клич о помощи в виде маячка какого-нибудь. И Халк полностью перебивает Райдера. Да, и приезжает Хаммер. А это Хаммер как раз таки Куки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как они тимплейно стараются просто уничтожить одного игрока. Чуть-чуть осталось до того, чтобы добить суплай. Слушай, ну И тут, да, добивается суплай. да. Тут все-таки посильнее будет в этих противостояниях. Че, можно будет в свободное время запустить призрака Цусимы. Ничего страшного. Завтра, наверное. ВСки долго еще не будет, я так понимаю. Они там не могут никак за матчи договориться, когда они будут. Кстати, касаемо World Series, я давно хотел посмотреть, что там по новостям по таблице. А пока ничего. Пока ничего. Ну, понятно. Понятно. Я, в принципе, ожидал, что такой исход будет. Да. А ну сейчас я попробую перезапустить стрим. Может быть, сейчас пойдет. Тогда у тебя и на Твиче оборвется заново. У тебя Да и нет. на Троу, и на Твиче оборвутся. Не должно. Если ты думаешь быстро нажать и выключить, там же у тебя задержка.
стоит? Не-не-не, у меня стоит плагин. Понятно. У меня отдельно стоит плагин под это все дело. Не, Да, ну, YouTube отключился, потому что мы хотим, чтобы вы все перешли на Twitch и, как говорится, себе мозга не трепали. Потому что YouTube отваливается очень часто. ну, YouTube прям вообще жесть, что творит. Я не знаю, этим ютубом, как быть. Я знаю, что. Будем только на Твиче стримить. Twitch Трова. Вау. Хотите Тут смотреть контратака от стрим? ДДД идет. Ой-ой-ой-ой-ой. И тут кардинально меняет ситуацию Да, в ну, пользу Кука не может ничего сейчас против. нижней команды. Да, ничего не может он Но сделать. У него есть там вариант, попал в что ногу. сейчас самого ДДД снесет Халк. Вполне себе хороший вариант. Едут гатлинги выбивать чинуки. Но вот, что быстрее будут, гатлинги Да. или хаммеры? Потому что он вполне себе может Халк сдался. обороняться. Халк сдался, Ага. передал Куке ресурсы. И сейчас Кука будет Ну. выносить ДДД. Черт, хотелось бы верить, что китаец победит, но мне кажется, Юсов все-таки в этом противостоянии будет посильнее. Самое главное зависит от игроков, насколько уже грамотно он сыграет. Уже Тут драконы китаец, на базе. кстати, простаивает. 2 хаммера стоят, вполне себе можно контролировать эту пачку. Так, ну не надо сжигать свой танк. А, БМ. Что-то мне это напоминает. Когда-то у нас были фановые игры, где участвовал всеми любимый и мною нелюбимый гильдмастер Кто под такой названием Гильдмастер? Шуц. А, Там была похожая ситуация на Империи, когда вот внезапный такой тупеж, где под своими драконами сжигались танки, по-моему, даже похожая обстановка была на угу. карте. Хаммеры теряют ДДД, не хватает Ой, контроля. Да, и да, его нужно зажимает. возвращаться. Нужно И возвращаться всё. срочно. Все, остатки базы. Ага. Чинук пустил дозер. Если Чинук сейчас... Все. А тут хаммеры, тут 2 хаммера осталось. А Ай, тут не успеет. Куки надо срочно. Куки надо срочно. Вообще не успеет. Мне кажется, быстрее база пойдет. Так, сейчас YouTube перезапустил. Может, лучше сейчас будет? Кстати, по поводу Ютуба я сейчас хотел посмотреть. А ну быстрее, я его перезапустил сейчас. Угу. Да, и на Ютубе все резко стало хорошо. Ой. Да, это YouTube, это не я, не комп. Потоковая трансляция просто резко Они не пропустит хаммеры. Минус хаммер, минус хаммер, все. Это победа. Это победа Куки. Куки. Да, это победа Куки. Счет 3-3. Слушай, Нас ну, разгромили. так уже можно Хорошее жить. противостояние. Да. Нравятся похожие вот такие вот игры. Они играют, получается, до 5. Да. Значит, при счете 4-4 будет Миррор. Да. Какую карту думаешь выбрать? Ой, я даже не если знаю. вдруг будет Миррор? Даже не знаю. Я думаю, если что, противостояние будет Air Stealth. Это самое такое интересное. Air Stealth против Air Stealth. Вот. А карту И какой-нибудь, я не знаю, я думаю, может, остров какой-нибудь. побольше, может. Ну, остров тоже не маленький. Ну, там как раз-таки аэро может развернуться хорошо. И игра будет напряжная и затяжная, потому что все мы знаем, какие долгие игры у нас получаются на острове, когда особенно забункерится один из игроков. Так, у нас сейчас карту будет Райдер выбирать. Ну, получается, карту Кука полностью взял. Карту. Вулкан.
Вроде лучше, да, сейчас? Ну, это карта для FFA, кстати. Это не 2 на 2 карта. Ну ладно. Ну, я играю 2 О на 2. вкусах игрокам не как бы не спорят. Захотели эту Играют, карту. играют. Можно, короче, потом с Твича взять и сделать один общий видос. Наверное, так и сделаю. Смонтирую. Это же хорошее противостояние. Нас разгромили. Так, что у нас там по генералам у них? Ядер, лазер, бобер, 2 ядерных генерала и Китай. Там, где американец, наверное, пободрее будет. А, там пех. Тогда тем более. Такс. Халк у нас. О, они интересно так стали. Халк у нас сверху в правом углу. Синий цвет Китай ванильный. Внизу лазерный генерал ДДД. Оранжевый цвет. И слева у нас получается пехотный Райдер. А, подожди. А, ну да. Райдер же у нас с ДДД, все правильно. Тогда они внизу. Их команда у нас внизу. Райдер у нас пехотный генерал, и Кука у нас ядерный. Все, что я запутался в игроках. Главное вовремя распутаться. Это игрок. Угу. Да, так себя называют. Командный центр пока Халк не продавал. Кука уже продал. Уже забыл даже, что у него когда-то был командный центр. Военный завод от Райдера. Такой вопрос, они генералов сами выбирают, да? М? По регламенту. По регламенту турнира они сами генералов выбирают. Да? Ну, типа, Мгм. тогда методом исключения, наверное, пара. Ты имеешь в виду... Просто я думал, как бы генералы, ну, если они там выбирают, то они не должны повторяться. А тут, Где ты это? Насчет чего ты это говоришь? типа, я же регламента особо не знаю. Тут? Просто я смотрю по мэтчапу, насколько он сбалансирован получается, и ну тут явная доминация будет со стороны пеха, если он в ликсы пойдет. Но он не идет. Он идет в аванпосты. Да, в этом-то и проблема. Ну, хорошо. В целом, Ну чё, игроки не особо высокого Ядеру, уровня, в я принципе, думаю. в миги, ядерные миги вообще-то. Сейчас бы помогли. Но у нас Кука не идет в миги вообще. Даже аэродромом не пахнет. А они... Это же на рандомах им выпали эти генералы. А, Да. всё. Я думаю, Они какие перезапускали, да? выбирают. Да, они запускали, они выпали генералы им такие. Ну Тут, туда, э, тут. Почему-то не обратил внимания, что они перезапускают. Ну, Ладно. ну Халк мог бы пойти в миги и Хеликсы. Он что-то не идет тоже. Но тут надо, конечно, одному из китайцев по-любому надо против американца играть мигами. Но ни один, ни второй не пошли. Ну, знаешь, сейчас после мировой серии насмотришься, как там ванильный китаец, у них всегда миги есть. Да. Да, и они там тех американцев и в хвост, и в гриву теми мигами, то есть они не могут ничего сделать. А тут вот он только аэродром. То есть дошло, что надо ставить аэродром, но хаммеры уже под боком. То есть уже поздно Да, и сообразили. сейчас будет серч и это
не контрибьют. Мне кажется, хаммерами можно спокойно уже заезжать, этот филд отменять, чтобы не давать противнику и шансы на Но там победу. еще и ДДД тоже, видишь, хаммеры теряет на гатлинге. Да, на ровном месте почему-то теряет хаммера, очень странно. Да. Не контроль, не контроль. Ну а хаммеры уже, да. Хаммеры уже прям на базе у Халка, и Халк поздно сообразил, что надо аэродром ставить. Очень поздно. Катастрофа просто сейчас. Ну и Да. ДДД тоже теряет, еще один хаммер потерял. И Гатлинг. Это странно происходит. Гатлинг с, сейчас там, второй выбит. хаммером. Да, второй хаммер тоже выбит. Боже И осталось мой, боже только мой, не. медичка. Я не знаю, у меня диссонанс в голове. Почему это так работает? Как это так работает? Да Почему? просто работает, потому что, я же тебе говорю, мы, знаешь, смотрели куча таких, знаешь, топовых боев, там, топовых игроков, и мы уже, знаешь, привыкли там к высокому качеству игры, а тут игроки другого уровня, понимаешь? И ты уже Да. смотришь этот бой и не можешь понять, ну почему. Хотя там Хеликс должен был быть со старта. Если не Хеликс, так старта Миги точно, определенно. да. Причем или у Куки, или у Халка. Но так как Халк послабее, ему надо было сразу, наверное, все-таки Халку идти в этот. Тут, опять же, очень интересная аналогия есть с шахматами. Вот, допустим, есть вынужденные ходы, которые, допустим, делают игроки, и как бы один игрок делает ответный ход, который при этом знает уже другой игрок, когда делает этот ход, потому что по-другому уже никак. То есть этот ответный ход, он в равной степени дает бусты одному игроку и второму. Тут Смотри, как. такое впечатление, что игроки вообще не понимают, как бы, что собирается делать противник, и противник не понимает, Ну, что будут против него делать. Именно Что поэтому тебе так вот они сказать? и играют. Видел Халк, что здесь находятся хаммеры. Они, он мог бы, да, Миги полетели и удачно полетели. Ну, без напалма. Да, но напалм Нужен нужен. напалм. Миги делаются только как с напалмом, чтобы Цен- сразу летать. Центр Без пропаганды напалма это- строится, его пока не хватает. Вот прям реально не Ну, в хватает. заводе сейчас и можно цемки. уже поставить на, как бы, учить напалм и... И цемки не сидеть хватает в этим доме. гатлингом в копилочку. Да Куда тут Миги, даже не куда то, что полетели? ECM-ка. Миги, смотри, куда Ой. полетели. Ну нахрена? Что это? У тебя хаммер, Зачем? у тебя хаммеры под боком просто в пачке. В пачке стоят хаммеры, и сейчас центр пропаганды. Ну ты только отстроил, поехали. И даже, Бля. даже мин нету, чтобы поймать эту пачечку. Ну там уже серч, я уже вижу по дальности следы там серч и... Блин, ну сливает тоже хаммеры. Как так можно такую пачку сливать? Не, ну мне кажется, Халк похуже играет в этой игре. У него прям ни мин нет, ни... Ну, короче, отвратительно. Тут Вообще вот ничего, хаммеры просто здесь гуляют, в узком уже пространстве несколько раз было могу. прям собраны хаммеры, ты их видел. Отправь туда, блин, эти сраные миги и... Ну, даже без напалма они там тоже бы по пачке неплохо так отработали бы. А он вместо Да там этого дом бьет... был возле вместо суплая. этого сюда бить. Смотри, там видно, что был дом возле суплая. В целом есть... Просто вывести аванпост, засадить в дом, и уже хаммеры бы там не проехали. Ну, точнее, проехали, но с большим скрипом. Потому что никто не хочет упарываться в здание, в котором еще сидят ракетчики. Вышка захвачена райдером прямо под боком у Куки. Да, и он никак на нее не реагирует. Да, ну тут Халк уже не желез на самом деле. Ой, Давайте ну, следующий. ловить хаммеры гатлингами это такое себе, особенно когда они под серчу. Да не поймаешь ты их никогда. А бульдозер-то последний остался, и погоня идет за ним. Все, хана последнему бульдозеру. Ой, ну и тут тоже хаммеры чуть не слил, если бы... Оверлорд. А слил один хаммер как раз. Ну пытается все-таки ДДД, все-таки за счет американских хаммеров. У него получается, высаживает ракетчиков с нескольких хаммеров. Ну тут чисто не контроль. Я не знаю, большое везение, можно сказать. Он догадался мины сделать. Он наконец-то сделал мины, но это Но уже это очень поздно. пост.
Ну это очень... У него А, уже денег бульдозер нету. есть у Халка. Все, нормально. Кого? 16 тысяч у ДДД? Да вы что, рофлите, что ли? 16 тысяч! Так у 16! Райдера 7. 7 тысяч у Райдера, 6 тысяч у Куки. Ё-моё! Как? Как Халка это 0. возможно? Тут Ну, тоже, блин. смотри, какая атака против Куки. Вроде отбился, но... Сейчас начнет уже против него и ДДТ идти. И тут вообще Со непонятно. своими 12 тысячами. Ну, построй ты зоны. Я не знаю, что-нибудь, оборону возведи. Ну, потрать ты эти деньги во благо. Что ты ждешь? Не, стратег-центр есть. Смотри, как удобно стратег-центр стоит. О, вообще красота. Стратег- Просто снимать сразу одним повышением. Два это. И пропаганду и стратегический центр. Ну. Куда полетело это? А, по центру пропаганды. Ну ладно. Пусть будет так. Кука не отстает. Уже 10к я зафиксировал. Дропнул. Было. За шиворот Куки. А, тут Кука, конечно. Не, эта игра уже закончена. И она изначально прям видно было, что надо идти в аэродром, надо идти делать миги, на миги С надо самого напалм, начала. С да. самого начала. Как Прям, за с- китайца прям надо было сходу. действовать. Прям сходу. Да, это завод, Дракон и Ликс. Дракон можно даже попробовать опустить, сразу в Ликс пойти. Дальше в заводе учишь обязательно напалм, ставишь второй филд и играешь мигами. Все. Это все, что требовалось от китайца. У Пеха так вообще просто Ликс. Просто Ликс, массовый спам Ликсов. Все. И закрывать американцев. Пока он не вышел. Чего? Всё. Американец это его напарник. А там Не, ядер против подожди. и ванильный китаец. А, ядер? Да, это ядерный против китаец. Пеха. А, все, я понял. Ну, хорошо, допустим. Закрывать того же Ванилу. Чтобы он не летал никак. Все. Ну и сдается Кука. 4-3. Нас 4-3. Райдер. Так, ну сейчас будет смешно, если будет 4-4. Есть потенциал на 4-4. Хрен его знает. Ну, сейчас посмотрим, как сыграют. До 5. У них реверс будет, да? Да. Нет, будет 5-3. Будет 5-3, думаешь? Да, ну, возможно, райдеры ДДД сейчас сделают 5-3 счет. Да. Ну, посмотрим, как американец сыграет. На самом деле, на этой карте многое зависит еще и от американца, от его хаммеров и Что сегодня интернет Ла- тупит жестко. лазер меди. Да я знаю, что сегодня он прям, говорит, отвратительно. Чё, все, поехали давай. Ну, если сейчас ДДД сыграет реально через Миги, это будет молодец. Можно встать ему и похлопать. Да. Давай смотреть. Халк у нас теперь синенький, лазерный генерал внизу на правой части карты. Налево его напарник Кука, пехотный генерал. Райдер, ядерный генерал, зелененький сверху слева. И ДДД у нас справа оранжевый, ванильный китайский генерал. Слушай, ну он же может помогать сейчас ядеру, даже если он сейчас делает реально миги, он может скрывать аванпосты, которые будут ехать в сторону райдера. Вполне себе. Да. И плюс еще и местами камеры тоже ловить, которые будут наглеть и пытаться ходить через центр. Основная задача сейчас ванильной чины это как можно быстрее выйти в миги и быстрая пропаганда, чтобы были ЕЦМки. И после этого американец вообще не страшен. То есть можно Райдер. спокойно ехать с готлами, с ЕЦМками и закрывать потом хаммеры еще и мигами вдобавок. Делает идёт, аэродром, но это кстати. Хеликс будет, потому что казарма есть, и Да, с это казармы Икс, уже это выходит. Икс. И тут тоже, кстати.
Тут, скорее всего, миги будут. Блин, ну все поперепутали. У Райдера будет. Ну ладно. Ну, какая разница, в принципе. Там надо будет ядерный апгрейд, надо будет раскошелиться на ядерную ракету. Все-таки ядеру надо было пару БМов выпустить. на Им надо было американцев. наоборот. Этому половить, в Хеликс надо было, а тому надо было все-таки в миги. Да, или так. уходить. Но БМы все-таки, мне кажется, поэффективнее будут. Заехать, поискать дозеры. Да, ну а Кука уничтожать. собирает группу для аванпоста. От Халка у нас Первый будет Хаммер пошел. дроп или не? Не, нет дропа, Нет. показалось. Хаммер есть. Хаммер есть. Ну Хаммер Хеликсом поймает по-любому. Текс. Миги будут все-таки у Райдера. Не собирает он Что ракетчиков. самое странное, кстати, зачем Миги против Пеха? Ну, может, думаешь, что американец поедет? Не, ну Миги надо Не было союз. одному все-таки, по большей части. Да? Так, полетел вперед Халк, а там домик уже есть засажен, то есть увидят сейчас. Поторопился Ай. Халк. Можно Чё, было два подождать, Хаммера? Пока американец. Он бульдозеры пошел искать. Все-таки, мне кажется, Последний бульдозер. Последний бульдозер у Халка, все, минус. Ну, блин, Ликс полностью себя оправдал. Сейчас еще экономику все выиграет. Там против, Ну, и можно улетать домой, спокойно чиниться. там против Райдера И помогать союзнику. пошли. Блин, а где миги? Нету мигов вообще никаких. А что вообще А против нич- пехоты-то есть? Ой, Ничего Ликс нет. законтрил. Ничего нет. Миги, посмотри, может, у Ванилы чины? О, уже появился есть? миг. Там, Ну, по-моему, слушай, ну тут, наверное, все-таки ядеру надо было Хеликс сделать с... Ядерный миг, Хеликс он надо- не очень эффективен против. Хеликс надо было делать с Гатлингом, мне кажется, нет? Да. Хеликс с Гатлингом тоже тема. Ну, миг, смотри, миг, куда миг? Никуда. Ну, он даже упал. выстрелить не успел. он Всё, просто упал. умер. Ну, а тут, в принципе, ключевые постройки есть. Да, не будет стратегического центра, но там хаммерами можно раскатывать. Еще один Хеликс готовит у нас ДДД. А вот это уже ошибка. Наведи на Хеликс и посмотри, есть ли у него апгрейд на броню. Если у него апгрейда на броню нет, то это... Нету ничего. глубочайшая ошибка. Нету ничего. А, да. Да. Да и не будет там. Я забыл. Там даже да, нет. в ЗХ нет апгрейда на броню. У Пеха. Ой, у Пеха. И хаммеры поехали от Халка. А тут база... Ну, тут хоть мины есть. Ну, как сказать, это минус база. Ох ты! Не, Вот нормально, этот, кстати, Гаттл мог хорошо заехать и вполне себе медичку забрать. На медичку надо заказать дрончик. Переключись на этот. Переключись на Гатлинг. Медичку, ой, зря. Один хаммер потерял на минах. И дозер еще стоит потерянный. Ну да, дозер потерял. Лик с Гатлингом летит. Только почему он с Гатлингом? Он же стрелять не будет. Там засажены, походу, эти. Не, стреляет, но... Миги Не, ну прилетают там- от там Райдера. засаженные Миги- же были. Ой. Блин, ну нахрена ты теряешь хаммеры на минах? Ты же видел, что Ой-ой-ой, там мины. Тупешь от одного игрока, что от другого, прям вообще. Я же говорю, когда смотришь. Ой, А, всё, ёб о, твою. Вот я тебе и говорю, мины очень эффективные, особенно против нупов. Ох, а здесь, смотри, что ядер приготовил. Ну, слабенькая, конечно, группа, но... А тут и ловить тоже особо нечего. Ядерный оверлорд с как-то- двумя ЭЦМ-ками и гатлингом. На гатлинге хоть выучил апгрейд? Нет, пока на гатлинге нет апгрейда. Пропаганда. Да. Надо новую группу хаммеров собирать. Ну, группу, блин, долго будет Халк собирать. На одном, тем более, чинуке. На двух суплаев на одном чинуке причем. На втором суплае 2 чинука, а Тут на один. этом только один восстановил, да. Ну, деньги есть у Халка, может заказать еще один. То есть не сказать, что у него проблемы с деньгами. А куда поехал группой? А базу-то кто будет защищать?
Ой-ой-ой-ой-ой, давай пользуйся моментом, едь вперед. А он тоже не едет, кстати. А он тоже переживает. стоит, тупит. Не, ну это же так тупить. Не, все, уже пеха не пробьешь, уже бункер есть. Да. А с аванпоста высадить хотя бы одного-двух ракетчиков. и Хаммер был, уже так заехал, заехать не просто. заехал, ничего не получилось. Ах. Ну, Халк готовит большую группу с Хаммерами. Что-то, правда, Хаммеров маловато. Где Миги у Ванилы? Где Миги? Нет мигов? С напалмом. Нету. Он Он на бы Хеликсе. сейчас так помог своему союзнику против Пеха с Мигами, с напалмом. Они просто великолепно скрывают... Он там аванпост. только Хеликсы, больше ничего нет. Командный центр восстанавливает. Очень жаль, что только Хеликс. А тут бульдозер у Райдера. Прям на передовой. Да выбей ему бульдозер, ёп. Это чё? Где еще бульдозера? А еще есть. Ну хоть один забери. Ну мигами пользуется Райдер, но мигами надо было пользоваться не Райдеру, а ДДД. Миги без апгрейда на ядерный взрыв вообще неэффективны. Вот если бы он поставил ядерную ракету, а 7-я минута игры подразумевает, что он может уже поставить ядерную ракету, то вот тогда миги дадут просраться и Пеху, да и Хаммерам, и вообще всем. Халк вообще он стоит, яйца Одного чухает. Авенджера строил. Все Хеликсы подлетят, это все, гей-группу вот эту развалят. Осуждаю, конечно, но так оно и будет. Осуждаем. Они просто стоят, тусуются в сторонке. У них там дискотека, аквадискотека. Ой, ну блин, ну это слив, это тотальнейший слив. Зачем же ты суешься на американцы, если у тебя там под боком великолепный Пех, который отправил всех юнитов в атаку на твоего союзника и может залететь на базу и что-нибудь сделать. Ой, а Ой, здесь и миги падают. разносит ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. просто в хлам сейчас Райдера. Жестко. Просто ядерная ракета наконец-таки появилась у ядера, и будет апгрейд. Будет. Есть Успеет. 5000. Но я думаю, что не успеет. Уже не успеет, мне кажется, да. Он просто не успеет. Ну да, это 4-4 будет счет. Все-таки не поняли, как у нас Райдер с ДДД, как правильно надо было сыграть. Все-таки одному надо было в миге. И явно, что не Райдеру. Да. Райдеру надо было добивать остатки того, что не добили мигами. Просто наземкой. Ой, перехватили военный завод просто, Райдер. А тут Лотос бегает. Райдер просто хозяйничает на базе. Тут же по аэродрому прямой наводкой лупит. Перед ним строится еще один аэродром. Ну там еще Это группа как едет. это, Еще группа. как Гидра. Одну это голову отрубаем, несколько появляется. Также это сразу. Там тоже, походу, черная лотос орудует. Там маяк стоит от ДДД. То есть, обе команды играют черными лотосами. Странно, что играют лотосами, но не играют Джарманом, судя по предыдущим играм. Прям А тут тотально захват не играют. выучен. То есть сейчас мог бы еще и рейнджерами Там мог перехватывать просто здание. пойти ракетчиков перестрелять уже негативно, неприятно. Хаммеры куда-то поехали. Вообще не в тему. О, блин. Сейчас Сейчас должен... разворачиваются хаммеры. А он не разворачивает. Тут черные А, лотосы нет, не друг против друга разворачиваются. стоят. Не разворачивает. Так, хер с ней с той базой. Че, подумаешь, новую построят. Да, хоть А хотя бы новую один построить не ДМчик, сможет, да. потому что нет этих. Куда он поехал вообще? Наверх поехал. Помогать. Поздно поехал Решил помогать. навернуть круг.
Я вернусь к вам, но только проеду через всю карту, да? Да, да. Ну, тоже как вариант. Бабушка мне говорила, надо возвращаться позже. Слышишь? Халк поехал помогать Куке, а Кука поехал помогать Халку базу отбивать. Ну, Кука сразу сообразил. Не, ну, что Кука такое. думает, ну что, не гоже, если я сейчас сам возьму, да выиграю двух. Пусть там хоть немножко Халк поучаствует. Говорит, на, иди давай туда, Да. добей их. Сейчас главное, чтобы Халк сейчас не тупил и добил как надо. Да, Не сдается. стоял на радиации, которая, между прочим, очень сильный урон хаммером наносит. Да, и ДДД Благо сдается. есть медичка. Кука тоже пишет GG, что, зачем пишет. Ну, добиваю уже, что-то. Он едет, думает, а может что найду, да? А тут мины бы, если бы поставил мины, Да, я думаю, уже бессмысленно. А да, кстати, мог бы сейчас все всю камеры пачку потерять. Да. поймать. А Райдер не сдается. Райдер думает, сейчас я вас. И поставил мины. Да, Такой мины, же но суплай, который и А так тут- перехватит щас. Тут уже черный лотос от Куки, все уже. Уже ничего не сделаешь. Все, сейчас встретятся. 4-4 счет. Да. Нас разгромили. И что у нас? Давай реверс. Реверс? У нас Миррор. Миррор, А вот бля, какую карту? Давай все-таки остров. Давай это, кэпчер. 4-4. Эй, Эй, я ставку ставила на 5. Шутсика, пупсика. Какую карту поставить? Я думаю, остров надо все-таки. Может, Маки-Маки? О, Маки-Маки еще дольше будет играться, чем остров. Так пусть. А кого им поставить? Танкиста, да? Нет, глашников, кстати, не было. Ой, то есть были, но слабовато игроки глашниками играют. Поэтому, я думаю, нужно поставить им стелс Миррор. Air Stealth? Да, Air Stealth. Вот, кстати, хорошо бы было. И обязательно остров. Давай, ладно, остров пусть будет. А там, по-моему, есть ранговские остров. Вот. Welcome, General. Are you ready to begin? Так, у нас Миррор будет, получается, 2 аэра против 2 стелсов? Или аэр стелс, аэр стелс? Я думаю, поставить их. Стелс против стелса, аэро против аэро. Нормально будет? Ну, кстати, да, хорошо. Или можем поставить их... Хотя да, так, наверное, наилучше будет. Стелс против стелса, аэр против... А ну сейчас я зайду к ним. Ну, давай. Здорово, пацаны. Ироника, да. Давайте аэр напротив аэра, стелс напротив стелса на этой карте. У нас там был правило какая-то. А не было аэра. Лазеры были, СВГ были. Просто надо узнать сейчас. Спросим. Либо у нас была Stealth Mirror, по-моему. А ну, уточните, да. Так, Stealth Mirror. Это что такое? Это Дау скинул. У вас какой раунд?
Чё там, какой раунд? чё- Это какой раунд, получается? Первый раунд? Первый раунд, да. Так, ну тогда я смотрю, написано список мирроров. Раунд 1. Стелс миррор на карте Aztec Empire. Все за стелсов стоят, я так понимаю. Но если это первый раунд. Крытый. Карту я поставил, ставьте стелсов. Да-да. Карта Aztec Empire. Все за стелсов. Карта какая? Aztec Empire. Стек? Пайр. Да, я-то думал, это я кринжану тем, что остров поставлю. Ну это быстрая карта. Прям максимально быстро все решится. Сейчас А посмотрим. миррор? Миррор какой? Стелсы, все за стелсов. Все за стелс. Ну отлично. Отлично. Блин. Но если все за стелсом, можно было бы все за аэров сделать тогда. А там у них потом, смотри, там у них есть второй раунд, третий раунд. В смысле второй раунд? Типа допы? Ну я вот смотрю, есть Stealth Mirror, первый раунд. Ага. Второй раунд Air Inf на карте Run Green Silk. Потом третий Ага. раунд Toxin Nuke на карте Spiders Island. Четвертый Всё раунд понятно. СВГ Китай на карте Tournament АЗХ. Пятый раунд Гла Танк на карте Вулкан ЗХ. Шестой раунд Air Mirror на карте, все 4 за аэров, Morning Dew. Седьмой раунд Танк Mirror на карте Rubies and Pearls ЗХ. Разные армии становятся друг напротив друга. Stealth Mirror пишут, уже играли с другими командами. А какой у вас раунд? Подожди. Какой у нас раунд, кстати, да, хороший вопрос. Раунд. Давай я буду попроще напишу. Или сколько Било игр. игр уже было. Где там уже было? What? It's over? Well, it was nice dancing with you, General. Кстати, если это второй ранг, то тут Air Inf на карте Green Silk. Я ж просто не знаю. Ну, там. Пишут 4-4. Блин. Ладно, сейчас зайду к ним, спрошу. Они не поняли. Да, я тоже так понял. Он там был? Пацаны, какой это у вас раунд? Вы уже, я так понимаю, играли, да? До этого? До этой игры. Да, у нас третий раунд. О, третий У раунд. Куки О, первый раунд. в смысле? Как это? У Куки него первый то- раунд, это первая У игра. него первая игра, а у нас третья игра. Ну, с командой. Ну, и как? На какой карте? Mirror. Вот, думаем, решаем. Не, А можно как, вот как у вас делать, так, а можно, как да. так у вас получилось, что третья игра? 9. Не, а как так Можно получилось, вот что у так вас делать. это третья игра, а у них первая игра?
Вы в группе... Не, подожди, вы в Если группе... играешь с другими командами просто. Я понял, Мы я играли понял. с Вы в другими. группе играете каждая команда с каждой командой, я правильно понимаю? Да, 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 да. Ну тогда здесь раунды... Тогда Вот здесь, именно тогда раунды здесь в неправильно этом файте написано. должны были. Не-не-не, тогда здесь Не, неправильно можно написано. вот так делать. Можно вот так делать, например, только один остается рандомным, остальные наблюдателем. Не, давайте, То, короче, давайте... А ты что будем считать тогда? Не, тут у вас просто неправильно расписано, я так понимаю. Потому что раунд 1, раунд 2, раунд 3 это пишется, когда игроки, там, команды вылетают из турнира. А у вас, получается, групповой этап. У вас должно было быть зафиксировано в случае одинакового количества очков, тогда такой-то, такой-то. Оно тут неправильно просто написано. Кто у вас организатор? Дос и Ерма. Дос. И кто? Ular Discord'da oturma. Или çıkıp gitme уже. Не, просто, Дос я же говорю, или- тут неправильно написано, а он сейчас стримит, да? Он сейчас... Какой будет миррор? Стелс миррор, да? Ну, если первый, ну, Yok, Stealth Mirror oynadık koy уже. Первая игра Стелс миррор. давайте сделаем не вашим, не нашим. Пусть будет четвертый раунд. Оно, какая разница, какой миррор играет, да? Тут написано четвертый раунд СВГ Китай на карте Торнамент А. Ulan давайте. Без разницы. Ну, просто у вас тут неправильно написано, реально. У вас тут по-другому должно быть написано. Хорошо. У вас тут по факту сейчас, у вас со стадии плей-офф должно быть вот так расписано. Да. А оно тут неправильно. Так что, давайте тогда, что? Танк. СВГ, не СВГ Китай написано. На карте Торнамент А Что, Китай? разные армии становятся друг напротив друга. Получается, Решили, да? СВГ напротив китайца встает, и наоборот. Китаец против Хорошо. СВГшника. Да, и сейчас я карту вам поставлю. Окей. Так, карта Торнамент А. Все, и вставайте друг напротив друга, а я иду дальше к Ридику. Халк или Снеги. Так, я тут. Короче, там у них неправильно правила расписаны. Ну, я так и думал. Они, короче, играют групповой этап, каждая команда с каждой командой, понял? А в правилах указано раунд 1, раунд 2, раунд 3, это, короче, как на выбывание. Ага. Понял? Они неправильно в То правилах есть, указали. либо они неправильно играют, либо неправильно. Ну, они, правильно. понимаешь, смотри, Кука и Халк первый раз сейчас играют на этом турнире. А Райдер и ДДД это у них последняя игра на этом турнире. Ну, в групповом этапе, понял? Они уже до этого играли против других команд. Ну, то есть они на очки играют. Как Да, они, 4 получается- очка там забирают. Да-да-да, они, получается, сейчас играют на очки, и ситуация, что там с раундами не актуальна. Но мы взяли один из раундов, получается, по последним, раз это 4-й раунд для Куки, для Райдера Тогда и ДД. пусть они это не то что раунды, а как они называются. Пусть тогда мирроры берут по... Но я взял им по этим. последним. Да. Я Да, взял да, им да, по да, последним, четвертый у них там... Либо по это как по группам. То есть миррор такой группы, миррор такой Да, группы. да. Ну, я вот им сказал, вот на этой карте Миррор. Там у них прописан вот этот Миррор в 4-м раунде. Вот его и взяли за основу. У нас Халк за ванильного китайца играет, Кука играет за СВГ генерала. На карте Торнамент А слева. И получается у нас ДДД играет за СВГ на верхней части этой карты. И внизу у нас за ванильного китайца играет Райдер. Райдер сразу начинает с аэродрома. Стрим. Так, забыл за тебя. Да. Не надо забывать о первого зрителя, который все от первого лица смотрит. Да. Так, тут дроп сразу от Куки.
Ага. Красногор... Так, еще раз Миррор какой у них? Китай СВГ. У нас получается, они должны стоять китаец против СВГшника, а СВГшник против китайца. Странный Миррор, ну ладно. Ну, карта, я не знаю. Тут он сразу закрывает СВГшник. Ну да, тут Авроры будут летать и явно доминировать. И... А с этой стороны Райдер закрыл. Кстати, центр забирают у нас игроки правой команды. Да, очень интересная игра, прям с лету преимущество себе по ресурсам обеспечивает. Ну, тут достроится уже Патриот, поэтому тут просто так уже не проберешься. Надо выбивать. Кстати, труповозом неплохо было бы туда подъехать вплотную прям. 2 труповозами, и вот это вот все отминусовать прям к чертовой бабушке. Хеликс у нас от Райдера. Ой-ой-ой. Хеликс с А Гатлингом. как ракетчик такой пробежал вообще? А, все, я понял, это ракетчик Куки. И Хеликс. Бульдозер будет долго ковырять. Ну, доковыряет. Да, ну сразу ловят на лазерлок, но недолго пацанам жить. С условием, что там Хеликс с Гатлингом. И второй бульдозер. дозер надо ловить. Ну, он сейчас будет ловить. Он сейчас разберется с ракетчиками и... Ну, нет, падает. Полетели миги, ударили. То? А, это миги союзника. Я понял. Да, но не выжил. Так, а что тут делать? Танк дракон объехал через центр. Ой, вот это подстава. Да, Вот и это пытается подстава. Ну, вышки-то ремонтировать. забрал всё равно. Вышки, да, вышки забрал. Ну, значит, будет Ой, там не надо получил. слишком близко дракон подводить. Не подводи, Ой, подвел. собственный дозер сейчас потеряет, да, и потерял. Подвел. Ну ничего, у него еще один есть, как бы это не критично. Пока что. Ну и вышки, слушай, внизу тоже вышки забрали. И в центре уже китаец Не, ну тут- добывает. Тут надо, да, тут надо как можно быстрее сапплай занимать. Миги от Халка полетели. миги за последним дозером. Ой, они его найдут. Один миг упал. Ну, убей по... Все, минус бульдозер. Ага, минус Все, бульдозер. Авроры не будет. Кстати, мог СВГ. бы рассказать небольшую фишку. Можно было попробовать через разминировку замантить дозер в суплай, чтобы он заехал, и чтобы часть урона суплай на себя приняла, а не бульдозер. Ну, это если бы он знал, конечно. Да, это микра называется уже. Так, Хаммер через центр от ДДД. ДДДД. Там строится сейчас. О, Миги пытаются тоже бульдозеры выбивать. Но Миги, кстати, неудачные от Райдера. Сейчас Аврорки, Ну, у думаю, него у уже Куки с будут. напалмом они идут сразу же. Ой, вот тут бульдозер пошел мстить ДДД за свой бульдозер. И Ой, пошёл убирай, убивать Халк, убирай. другой бульдозер. А мин-то нету. Ну, мины заминируй, пожалуйста, здание. Я тебя умоляю. Но нет, теряет машинки. Придется новое заказать. Тут дрон висит. Еще и сейчас заедет и дозер, что ли, хочешь сказать, заберет. Может быть. Да! Еще и бульдозер забирает. А тут миги летают, пытаются бульдозер поймать. У Куки нормально все с бульдозером. Живой. Кстати, а где еще бульдозер? Больше нет, что ли, бульдозеров? А все, да. Первый-то убили, а вот второй пытаются добить. Ага, он вывел сразу Мститель. Ну, Да, надо его чтобы- ремонтировать. Но всё Аэродром. равно одна ракета. Вот если сейчас аэродром. Так, а миги вылетели за бульдозером. Ой, а миги-то очень вылетели за будет бульдозером. неприятно. Сейчас залетят. Сейчас залетят, уверен. Если, конечно, Фил часть урона не примет, но все-таки, мне кажется... не А они в примет. другую сторону летят, не. Ой, Сбивают их. разворот, Сбивают разворот их. такой. И еще один миг летает, это чей? Это че? Это Халка миг. Ага. Хаммеры поехали. Не дать строить. Бульдозер, пожалуйста. Не теряй Кука. Не, тут- ну как-то прям А тут слив. Хаммер. Упор конкретный слив. Ну, Халк.
Ах, бульдозер! Бля! По Забирай. бульдозеру. Ну хоть Аврора будет теперь. Блестяще, Американцы остались без блестяще. этого. Тут разбираются с Патриотом. Ну, Ну а смысл? Уже вышки и так добывают достаточно. ну надо перехватить денег, их. уже- Надо их перехватить. Уже надо А там даже ракет нечем в центр перехватить. ставить. А там нечем перехватить, он просто решил их уничтожить. Какой тут же Аврора флаг у есть. ДДД и у Райдера прям Ну тут Аврора по есть. 10к. С Авророй-то Кстати, оно может полегче очень сильно будет. поменять игру Аврора. Опять хаммеры полетели. Поехали, вернее. Да, ну тут помогает Райдер отбивать эти вышки. Надо было их попробовать перехватить. Ну чё ты? Перехвати. Ну есть же там. Захват не выучил. Просто захват выучи. Блин, там хаммеры опять прут Опять? от ДДД. Опять на этот Firebase упираются. Но там нет, Ну, можно было с чего другой нет, стороны. того нет, конечно. Ай, Аврора сейчас потеряна будет. Убирай ее оттуда. Слушай, Ну тут же. такая отчаянная борьба идет у обоих команд. У команды Райдера, конечно, получше получается. Полетели миги. А и Аврора убирает оттуда. А Миги-то полетели на филд. Ой, Миги ну, вообще- контрить Миги не умеют вообще. на Да, самом непонятно деле, куда прям. отстрелялись. По одному гатлингу. Еще миги есть. Но там 2 филда. Да? Где второй филд? Да, есть 2 филда, потому что вторая партия мигов вылетела. Да, все-таки Кука перехватил эти вышки. Получает преимущество. Надо еще одну Аврору заказывать. Ограничений по Аврорам нет. Ага, вот и вторая Аврора вылетела. Вот и вторая. Опять какой-то странный залет. Ему не хватит разворота. Тут опять хаммеры на Куку. Поехали. Опять сейчас не хватит разворота и просто сольет. А, нет, хватило. А- Они не все ракеты выпустили. Надо еще один Мститель добавить сюда, вот где-то поставить его, чтобы прям защищали этот аэродром, потому что нового не будет. И опять он упарывается через эту платформу будет, что ли? Ну, надо было ее уничтожить уже, он новую все равно Ну, не надо построит. было на союзника тогда уже пойти. Ну что вы хаммерами, что в одного и того же упарываться? А тут миги. Союзника вообще проходной двор. Халк за эту игру ни разу не выучил напалм на миги. О, Ну, тут Аврора и Альфа, да. А где Альфа Аврора от ДДД? а не будет, там же Сейчас. ж уничтожили. Уничтожили ему 2 бульдозера на старте. Он все, он постройки не может делать. Ну, да уничтожь ты этот томагавк, у тебя ж есть миги там. Ё-моё. Они оба, американцы, остались без бульдозеров. Но дело в том, что здесь появились Альфа Авроры, а там нет. Да мигами уничтожь томагавк, он же бьет вышки твоему союзнику. Ну как-то, блин, не знаю, миги прям сливаются конкретно. Ой, и с этой стороны уже тоже все плохо. Ну, Авроры все-таки Реализовывают. Посмотри, сколько денег у 20 Райдера! тысяч. Ё-моё, ёптель-моптель! Это как так? Забей хрен ты уже на эти миги, наспамь ты кучу уже БМов, не знаю, готлов, чего-нибудь наспамить, чтобы ранг Не, зафидить. он новый ставит аэродром. Еще миги, чтобы больше мигов было. Охренеть, ну блин, ну сделай тогда ты, не знаю, ликс. Потому что Альфа Авроры летают, залети сбоку просто ликсом. Ну, хаммеры тут, видишь, атакуют. Да. Да. Полетели уже арт-удары по американцу. Ух, не знаю. Ой. Ну, он решил чисто мигами пытаться играть. Но там, не знаю, там Ну, тоже чисто миги есть. мигами не получится. Чисто мигами сразу не получится. Альфа Аврора 2. По военному убивают заводу, сразу всё. фил. ДДД минус база нахер. Он не сможет больше ничего делать. Он просто Да, и останется сейчас казарма неиграбельный, осталась, разве да. что дропать только. А тут хоть тоже вроде бульдозеров нет, но... Так, миги, блин, Авроры полетели добивать.
Кого добивать будут? Ага. В центре начинают долбить по китайцу. Там 12 тысяч баблосиков. Ну, сейчас, я думаю, Аврорами справится. А тут Да. сейчас хаммеры просто с ракетами ТОУ. Ну, Халк? блин, ну, Халк деньги даром, прям не, конкретно. даром не Да, держит. конкретно не реализовывает прям свое преимущество Райдер, это очень сильно видно. И миги сливает, и деньги не тратит. Ой, не знаю, мне больно смотреть Полетел арт-удар. прям на это. Куда? С ковровой бомбардировкой. На военный завод? На стратег-центр? Ой. Но Авроры будут. Авроры будут. Техники не будет. Халку надо сейчас прикрыть техникой своего союзника. А Куке надо просто сейчас Аврорами. Он сюда лупани Авророй, вообще нормально будет. Сейчас, наверное, так и сделает. Ой, Хаммера ДДД. Откуда? А, тут дроп был. Дропнул. Пиздец. Ну все. Еще и бульдозер потеряет. Теперь грамотно играть со Я думаю, сейчас Халку надо сдаться. Я думаю, Халку надо по-любому сдаться, что Кука поопытнее будет. Да, мне тоже так кажется. Если сейчас ДДД просто, ну, он может играть, хочу играю, хочу не играю. А вот тут Халк может сейчас, конечно, прошляпить ситуацию, что Аврор нет. Ну ДДД дропать может спокойно. Да, а он не дропает. Ракетчиков. Ну он так и делает, да. Но вот когда... Халк сдался, деньги, услышали все-таки, походу услышали наши мысли. Через 2 минуты. Да. Ну, а он повышение Во. не сможет использовать. Понимаешь, в чем Ты беда посмотри, сейчас? Райдер потратил все свои деньги. Опять же, услышали нас игроки и потратили деньги. Но он, понимаешь, беда в чем? У Райдера повышение это есть, а вот у Куки не может быть. Ну, почему нет? Если он командный центр продаст, то будет. Какой? Он же играет со старта за СВГ генерала, а ему передали китайские технологии. Он не может использовать. Да. И Хотя, погоди, а если командный центр есть, хотя бы даже другого генерала, по-моему, можно юзать всё. повышение. Опять дроп полетел от ДДД. На казарму. Нет, это последняя игра, да. Но это добить американскую базу. И застыл. Сделал дроп и забыл. Но тут просто, смотри, какое количество. 4 аэродрома у Райдера. Денег немерено там было. И сейчас тоже 7900. Он всю карту собирает просто. Он просто всю карту Самое собирает. главное, удешевитель не захватил. Все-таки Больше сработало. дешевле производить юниты. Райдер взял китайца и не прогадал. А вот Кука все-таки, наверное, потерял Авроры и все. Райдер сейчас сможет запускать повышение, а этот не сможет. Ой-ой-ой-ой-ой, как гатлинги хорошо ловятся. Посмотри, есть апгрейд? На гатлингах? Да, есть. У Райдера апгрейд. есть. Ну, у него денег было, извини меня. Да и у Куки. А вот А тут нет. у Пупки нету апгрейда. Учим апгрейды, ребят, учим апгрейды. Так тут и апгрейдов нет и на мигах. А там есть апгрейд на напалм. Тут вообще, по-моему, ничего нет. Я же говорю, все-таки Райдер, ставший за китайца, все-таки вырвет эту победу. Не прогадал. Ну да, да. Единственное, если бы он не флуатил, то как бы был бы еще быстрее, мне кажется. Ну А и Халк? дропчик от союзника ДДД тоже сыграл свою. Да. А Халк, конечно... Кука тут старался, тащил много в играх этих. Сам Халк такое. Не тянул. Даже сейчас хоть передал базу свою, но тоже не потянул.
У райдера просто ресурсов больше. Опа, дропчик полетел от ДДД. Посмотри там. По краю карты. У него еще даже один камер есть. Что-то не видно дропа. Да куда-то он, да. Куда-то А он с стал. коробочки Ну, там- собирает. А, может коробочки, да, кстати, полетел собирать, возможно. О, еще и дракон. Смотри, ну, тут не хватает уже у Куки сил. Везде все защитить. А вот и дроп через центр. На филд. На, добить этот филд нужно. Да. Пусть и без апгрейдов, но всё Хаммер. равно приятно. И Хаммер уничтожает Ну, просто миги. трехлучковый. Да, без закрывает. Да. И остается Кука без мигов еще. Все-таки команда Райдера и ДДД лучше выглядит. Они, наверное, все-таки то, что уже 3 игры они сыграли вдвоем, все-таки сказывается. Кука с Халком первую игру играют. Еще, знаешь, может быть момент несыгранности какой-то. Ну, не знаю, не то турниры вообще тренируются. Нет? Я не знаю. Может и нет. А может и да. Об этом, как говорится, история умалчивает. И аэродром все-таки не добил. Я думаю, На сейчас это, полетят на по ушам. капелюшечке. Опа. Тут пролах. микрофриз Жестко. поймали какой-то. 37 пинга. Мировой уровень. Что сказать. Да. Что поделать? Слушай, а чё у меня 30 кадров стоит? Не знаю, лук. Это, видимо, мы редко когда смотрели, чтобы синхронизировать, Ага. чтобы у нас не перегоняло. О. И даже пингу стало полегче. Да, и артудары уже полетели. А тут уже Кука доживает свое. Он не сможет. Повышений нет, ни хрена нет. Денег. Денег тоже не Нет. особо. Да. Интересно было бы глянуть турнирную таблицу вообще, которой нет. Да, которой тоже нет. Которой нет. Ну, знаешь как, видно, что у пацанов есть желание развиваться, что-то делать, но у них нет, какого, знаешь, грамотного, который там Подхода. таблицу бы им сделал, правильно, Да, правила бы грамотного оформил. человека, да. Да, правила бы прикольно оформил бы. Вот реально нет такого у них. Но желание, вот самое интересное, желание конское там. Не в обиду лошадям. Не в обиду лошадям. Но- Ну то, что Да. казахи лошади, это это даже нормально. Да, ну, видишь, не хватает. Не хватает им такого человека. А вот играют они, слушай, на равных. У них, я так понимаю,